Торжественно всех приветствую на канале Леона Кики. Мы с вами идем в ранний доступ Outer Worlds 2. Это сиквел игры. Там что-то мы будем делать. Я не играла в первую часть, если честно, я не знаю, что мы будем делать. Вот, сейчас будет прикол, если у меня игра, кстати, не запустится. Хочу древнерусского сеттинга, не конкретно от тебя, а вообще в целом какую-нибудь стратежку или в идеале РПГ, да почти любого жанра, в идеале царские времена, начиная от Петра Первого и далее. Думаю, это было бы крайне увлекательно. Кстати, да, мне бы тоже хотелось. Платные бета-тестеры, да, это мы. Здравствуйте, это мы. Запустите в игру, спасибо. Компиляция шейдеров, отлично, это то, что мы любим, ждем, практикуем. Ой-ой-ой, огромное спасибо, ключик активировал. Все, играй, с удовольствием. Ой, хочу чаю, но с чаем будет жарко. Ох ты, ничего себе, там в офлайне у меня что-то писали в чате. Я, наверное, на ютубе поставила, что у меня начало в 17:00, да? Так, ну музычка уже хорошая, мне нравится. Чай с вкусняшками? Ну, наверное, да. Блин, хорош, музыка хороша. Ранний доступ — это еще та хитрожопость. Раньше разрабы даже приплачивали бета-тестерам, а теперь решили, стопа, какого фига мы платим за бета-тест? Пускай нам платят. Ой, ну, возможно, да. Так. Давай, играй. Чуть потише сделаю. Предупреждение о чувствительности к свету. Но у нас же тут нет чувствительных, да? Эта игра использует функцию автоматического сохранения и то, чтобы вы не дочитывали. Спасибо. О, настройка громкости с самого начала. Шок, контент, отдельный лайк за это. Мне тут так герой один понравился, короче, который такой планета, он Луна или кто-то, я не знаю. Так, субтитры разговоров, одиночных реплик, заставках, аудиозаписи, субтитры тоже давай. Показывать ответы заранее не надо. Субтитры показывать имя говорящего, да. Индикатор направления не надо. Контур шрифта. Нет, не надо. Тень шрифта тоже не надо. Субтитры цвет, нормально. Все, прозрачность текста. Ага, понимаю. Так вот. Так, размер текста все окей. Цвет фона нормальный. Прозрачность фона. Ну, пускай будет на самом-то деле, пускай будет. Так, максимальная ширина субтитров. Нормально все. Так, режим прицеливания удерживать. Да, нормально. Так, режим бега при нажатии. Режим ходьбы пригнувшись при нажатии. Режим укачивания выключен. Качание камеры в разговорах. Окей. Перспектива от первого лица. Мышь и клавиатура нам не надо. Геймпад нам тоже не надо.
Помощь в прицеливании не надо. Размер текста, да вроде нормальный, нет? Не надо. Так, включить обучение, да. Так, отображать наносимый урон, да. Горячие клавиши, да. Путеводные метки, да. Но можем отключить их, конечно, но пускай будет. Контуры важных предметов, да. Длительность уведомлений о важном месте по умолчанию. Перекрестие, не знаю, что это значит, если честно. Так, интерфейс. Это мы все сделали. А, ну все. Все. Вы не сохранили настройки графики. Хотите применить их? Подождите. Оу! 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 Добро пожаловать в Outer Worlds 2. Любые совпадения с реальными аутентопическими, господи, филиалами ада на Земле совершенно случайны. Меня зовут Лунатик. Возможно, вы знаете меня как лицо бренда «Просто Космос» или его главного предприятия «Всеобщая оборонная компания». Да-да, я важная шишка. Но не стану докучать вам историю о том, как я стал самым обожаемым и узнаваемым луноликим представителем в галактике. Вы ведь хотите изучить меню? Прошу, изучайте. Так, я хочу начать новую игру. Мне бы загрузить сохранение. Дай-ка поменяю настройки. Дай-ка поменяю. Так, ограничение частоты кадров мы ограничим. Так, вертикалка, ну, пускай будет, окей. Повышение разрешения ТСР. Ну, окей, допустим. Метод генерации кадров. Не знаю, что это. Размытие в движении. Отключить. Яркость, понятно. Аппаратная трассировка лучей мы выключили. Качество графики очень высокое, кроме теней. Их средние. Так, поле зрения. Окей, применить. Вертикалку можно нафиг, а то она грузит, а толку ноль. Думаешь? Ну давай, окей. Так, звук мы настроили, управление не надо, игровой процесс и интерфейс тоже настроили. Чего вам? Привет, Бенджамин. Командор. Нас задело космической аномалией. Система пилотирования вышла из строя. И шестерни! Амиго! Возьми себя в руки! Ты агент правления Земли. Так точно, командор, жду приказа. Держись. Крепче. Держаться крепче невозможно. Неужели командору Зейн и ее верному Амигу придет конец? Об этом вы узнаете в следующей серии. В какую сторону галактики не глянь, правление Земли на вашей стороне. Будь то противодействие, вот он, противожадным коррупционерам, деспотичным правительством или продажным корпорациям в сговоре с деспотичными правителями. Правление Земли сражается за права всех колонистов. Не забывайте, если правительство вашей или соседней колонии стало деспотичным или продалось алчной корпорации, реквизируйте скачковый дрон и отправляйте сигнал бедствия правлению Земли. Мы ответим немедленно. Ответ может занять до 6 месяцев, от 6 месяцев до 10 лет, блядь. Я не могу такое быстрое читать, вы чё? Ой, так, мы делаем нашего молодого человека. Увидимся с вами через пару часов. Six hours later.
Действительно, зачем делать симпатичных девочек? Никто не любит симпатичных девочек, да? А есть шрам на брови, как у меня, а? Фингалы зато есть, понимаю. О, город порвали кому-то. Был какой-то один, типа вот этот, что ли? Ладно. Да. Этот редактор Sims рандомен, да. Так, разброс веснушек. Плотность веснушек не надо. Так, возраст. Можно стать бабулькой? Угу, понимаю. Так, глаза. У меня 13-е были, да? А, ну это цвет. Фиолетовый, что ли, сделать? Я не знаю. Мне не нравится здесь редактор персонажа. Он какой-то убогий, что ли, я не знаю. Он некрасивый. Я не знаю, даже можно ли здесь сделать красивого персонажа. Мне не нравится мой персонаж. Щеки. Не щеки, а скулы, дорогие мои. Щеки не там. Ладно. Ладно. Давайте хотя бы цвет глаз фиолетовый сделаем. Поехали, прическа. Я вас поняла. Причесок нормальных тоже нет, да? Пиздейшн, просто пиздейшн. Блин, вот знаете, есть как минимум 2 прически, которые можно легко сделать, они очень красивые и их очень любят девушки. Это вот, допустим, такая длина волос, но она полностью зализана назад, короче.
Это прям вот специально делают. Волосы как будто грязные, но они не грязные, они специально так зализанные. Вот. Можно такую сделать. И бывает еще они типа по высоте стоят по-разному. Бывают прям так с начесом, а бывает просто. И есть волна. Волна тоже нахрен залитая лаком там или водой с сахаром или еще с чем-то. Оно прилизано, короче, к этому. Оно не двигается, и она вот так вот типа красивенько так это идет. Ну почему не сделать хотя бы это? Ну вы делаете какие-то максимально ублюдские прически. Девочки такое не носят! Ну максимум вот это. Блять, какая девка у меня страшная. Может мужика сделаем, а? О, какая. Ля. Ей, кстати, еще подбородок назад чуть-чуть задвинуть. Тут есть подбородок? Ой, божечки-кошечки. О, вот эту оставлю, наверное. Так, это 52-я. Или 53-я. Может, вот эту вообще оставить, а? Не, ну дреды я не люблю. Дреды не мое. Я сейчас поняла, она на Ивлеева похожа. Она реально похожа на Ивлееву. Ай. Не. Сейчас кто-то не в ту дверь зайдет, да почему? Ай, так, прическа. Ну, это слишком скучная. Может, вот эту реально оставить? Что скажете? Стиль бровей. Так, у нас 7-й изначально, да? Мне знаете, что кажется? Вот есть же, да, девочки-разработчики в студиях. Дайте, блин, создание персонажа, ну, вот этот вот штуку для создания персонажа девочкам. Там все будет красиво, там все будет супер сделано, там будет столько вариаций. Просто дайте это сделать девочкам. Ой, боже мой. Зато монобровь есть. Да. Мне кажется, они просто там понарисовали каких-то, знаете, типа волосики. Кучу этих сделали палочек и все. Это ужас, конечно. Ладно, вот эти брови, походу, самые нормальные. Так, 14 цвет у нас, да? Нужно чуть-чуть. Блин. Фиолетовые брови, пиздец. Здравствуйте. Ну, она не того оттенка. Ладно, оставим вот это. Волосы на лице. Конечно, это же то, что я хочу себе сделать на лице. Why are people lying about this game not having a chest slider? What? Чего нету? Ой. О, Господи Иисусе. О, я люблю делать усатых женщин. А бакенбарды какие? Оф.
Уф, какая женщина! Жесть. Про ползунок для груди. Oh! They don't have a chest slider? Maybe this one? No! Я не могу себе сделать сиськи! Вы чё, блядь? Ах вы... Ах вы... Усюка. Все, мы без сисек, чат. Да. Так, это не то. Волосы. Так, волосы на лице. Блин, какие же усища мощные. Сразу, вот знаете, сразу видно, что эту херню делал чувак, который любит ходить к барберу и который любит усы. Усы и бакенбарды здесь нормальные, а брови здесь уебищные. Ладно, ладно. Так, база. База. 415-я база, ответьте, ёпта. Так. Да, такой мужик сделать мог, бля. Это ужасно, господи. Да, давайте панду себе сделаем, действительно. Такое же все всегда себе делают, особенно женщины. Угу. Ай, блин, вы серьезно? Ой, боже мой. Эля, держись, Эля, держись. Жалко, нельзя ресницы белыми сделать. Есть ресницы? Ну, конечно, это ж, блядь, мужики делали. Извините, у меня что-то бомбит. Пана делает какую-то хероту. Потом играй в это. Я так понимаю, для мальчика и для девочки тут один и тот же редактор? Скорее всего, да. Это ужасно, конечно. Я что, должна быть травести дивой? Я не понимаю. Может, смоки сделать? Не, ну у меня такая девочка, что ей смоки не подходит. Так. Подводка. Выраженность подводки. Начинаем с первой. Господи, дыши, Эля, дыши, дыши. Просто смирись с тем, что мужики, блядь, даже не знают разновидности подводки, блядь. Ладно, дышим. Боже, какой ужас, это просто пипец. Если бы это делали мужики, можно было настроить сиськи, тут работали... Кстати, тоже возможно, да. Родила царица в ночь, то ли деда, то ли дочь. Здорово, Дартет. Ой, блин, не, ну это плохо, ребят, это очень плохо. А с тем учетом, что там в диалогах, в роликах будут, походу, показывать моего персонажа, ну, это пипяу. Это пипяу. Это тотальный пипяу. Ну, ладно. Румяна. Ну, давай, попробуем. Ай, ё-моё. Давай цвет выберем другой просто. Сейчас, подождите. Так, где я обычно люблю там красить? Вот так вроде я люблю, да, красить? Окей, так, цвет.
То есть вы реально считаете, что румяна делаются вот такими цветами, да? Угу. Окей, допустим. Я вам говорю, тут от меня хотят сделать травести диву. Ну, это какой-то капец. Даже в Абобе лучше было. Вот все в Абобе жаловались, что типа, ой, слишком цветасто или еще что. Вот, пожалуйста, это ужасно. Это ужасно. Сколько черных цветов и разновидностей черного и серого для румян, это просто ахтунг. Да, зеленые румяна, да. Угу. Угу. Понимаю вас, понимаю, ребята. Понимаю. Ой, знатно бомбанула, знатно бомбанула. У-у-у. Так, блестящая, матовая, контурочек обвели, контурочек блестящий, контурочек чуть посильней. Интересно. Надо будет попробовать такое. Угу. О, мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Это мне напоминает эту, знаете, червонную королеву из Алисы. Красный есть хотя бы? О, блин, на кого я похожа? Мне кажется, на очень дешевую проститутку. Это какая-то очень дешевая проститутка. Ой, блин. Так, а мы можем сделать не блестявую? Не блестявая, конечно, смотрится странно. Судя по прическе из 90-х... Не, мы сейчас поменяем прическу под помаду. Ля какая! Только надо и мейкап тоже поменять какой-то, не? Сейчас, давайте пойдем с самого конца. Так, ну тут дреды. Так. Ну вот это еще симпатюлечка такая даже получается. Надо мейк поменять. Тоже ничего такая. Нет. Ну, нет. О! Чисто Опенбанштурмфюрер, ёпта. Или как он там называется, эта должность. Вот это ничего такая, кстати, как солдат. Только надо ей губы с сердечком убрать. Только сейчас заметила, что она так симпатично смотрится. Что ты так грубо, не дешевая, бюджетная? Поняла вас, спасибо. А что, если мы поменяем цвет волос? Розовый? А что, если розовый? Что, если розовый? Допустим. Я же могу себе позволить в игре сделать розовые волосы, да? Создай себя красотку. Тут нет такой возможности. Так, пирсинг. Это мы еще дойдем, подождите. Грязь. Выраженность грязи. Господи Иисусе. Так, помада. Стой, подожди. Там же есть разновидность... Сейчас давайте до конца досмотрю. Контурочка аж 4 вида. Кто-то любит женщин с контурочком явно. Ой, ну что-то перебор розовым. Во, вот так красивенько, аккуратненько, да? Красивенько, аккуратненько, губоньки такие вот. Чтобы целоваться. Так. Румяна окей, губы окей, глаза нужно поменять. Так, тени для глаз. Можно вот так? Нет, подождите. Я же, блин. Вот, третье. Я цвет же выбирала другое. Сейчас.
Мне нужно что-то очень лайтовое. И потом убрать интенсивность. Не, ну розовым перебор будет. А что если смоки бахнуть? Не, это что с розовым? Вот, смоки, но не такой сильный. Не, смоки сюда не подходят. Извините, чат, но вы сами понимаете, да? Не хочется страшком играть. Хочется что-нибудь красивенькое. Ну ладно, окей, давайте розовое тогда все. Ну, блин, нет, что-то прям как будто на нее чем-то розовым сблевнули так. Может, тогда волосы поменяют One цвет. eternity later. Да тихо там! Тишина в зале! Это очень серьезно. Это сан. Так, мы остановились на 26-м. Ну, что-то как будто бы мне не нравится. Что-то как будто бы мне не нравится. Так, ну подожди, цвет бровей. Так, поехали, прическа. Заметили, как под это самое меняется все? Под цвет волос. Не, ну тут у нее слишком высоко я посадила глаза и брови, и эта челка смотрится плохо. Для того, чтобы делать эту прическу, надо опускать брови и глаза. А я не хочу. Че, вот эту оставить? Ну, это вроде стандартная. Вот это ничего такая. Только надо будет поменять макияж и цвет глаз. Взрыв на макаронной фабрике пошел. Не, ну короткие стрижки тут неплохие, но они мне не нравятся. Я люблю длинные волосы. Нет, я все-таки хочу... Где эта прическа? Вот это, и мы возвращаем цвет волос на розовый, да? Где брови-то нужного цвета? Вот это, да? Че, оставляем розовую тогда? Ну, просто я не знаю, что еще тут сделать можно, если честно. От слова совсем. Так. Пирсинги. Что у нас тут? Вот эти красивые мне нравятся. А почему только на одно ухо? А, то есть ты выбираешь либо на одно, либо на другое. На два уха нет, да? Бюджет не выдали или что? Бля. А, вот на два уха все. Так, татухи. Ну... А почему не во лбу? О, можно вот такую звездочку сделать, а? Что это? Макияж поплыл немножечко, понимаю. Я звездочки оставлю. Все, у нас будет девочка-звездочка. Девочка-розовая звездочка! Мне, конечно, все равно не нравится, но ладно. Пускай будет так. Так, предыстория. Ух, ёпта. Да, реально, one eternity later, блин. Если что, 2 часа до конца стрима, а потом тебя гнать в кроватку будем. Хорошо. Хорошо. Так, бывшая заключенная, азартный игрок, страж порядка, профессор, отступница или разнорабочая. Я хочу быть либо профессором, либо стражем порядка. Но, наверное, мы будем профессором.
Вы были уважаемым специалистом в своей области, пока ваша склонность к полноконтактной археологии и зависть коллег к вашим успехам в добыче артефактов, давно считавшихся утраченными, не лишили вас должности и карьеры. К счастью, ваш талант работы с наиболее неприятными аспектами контрабанды артефактов очень вам пригодится в правлении Земли. Ваша предыстория определяет, кем вы были до присоединения к правлению Земли. Предыстория учитывается в разные моменты вашей игры, например, в разговорах или при других ваших действиях в мире. Да не, профессор пускай будет. Качество. Так, я, конечно же, гениальная. Я очень гениальная. А я могу еще что-то выбрать, да? Да. Так, доблестная, изобретательная, везучая, шустрая, стойкая, обходительная, остроумная. Давайте я хочу быть везучей. Так, только 2 качества мы можем выбрать. Значит, я беру гениальную. Так, вы умны, способны с легкостью решать проблемы, и вам проще изучать новые навыки. При выборе навыков выберите 1 дополнительный навык. Для специализации специализованные навыки начинаются с 2 очками. Так, везучая. Вам везет, все складывается в вашу пользу. Вероятность критического попадания 5%. Вам становятся доступны некоторые возможности. Ну, не знаю, что-то везучая здесь как будто бы ни на что не влияет, что ли, или что? Я однажды в Project Zomboid с везением вообще ничего не налутал. О, обходительная. Вы красноречивы, поэтому получаете скидки у торговцев и уходите от ответственности за мелкие преступления. Скидка 10% у всех торговцев, и награда за вашу голову должна быть в 2 раза выше обычного, чтобы вас объявили человеком вне закона. Позитивный настрой и остроумие прибавляют вам популярности среди окружающих. Остальные готовы простить вам прошлые проступки. Репутация во всех фракциях не может упасть ниже нейтральной. Это предотвращает штрафы за отрицательную репутацию, такие как завышение цен у торговцев фракций. Блин, я не знаю, что второе выбрать. Что значит, вам становятся доступны некоторые возможности? Пан Румата, привет. Закрывай глаза и тыкай наугад. Не, ну так тоже нельзя. Я обычно люблю себе делать каких-то умных чуваков с большой харизмой, чтобы убалтывать. Вот. Но тут как будто бы обходительное, но оно дает не то. Что-то как-то не знаю. Ладно, давайте берем везучую. Так, подтвердить отрицательные качества. Грубые. Вас неприятно слушать, и люди не любят с вами разговаривать. Другие неохотно принимают вас в свои сообщества и организации. Глупая. Вас наняли не за умение планировать или решать проблемы. Некоторым вещам вы просто не можете научиться. При выборе навыков заблокируйте 5 из 12 доступных навыков. Вы не сможете повышать их уровень. Ой, нет, не хочу. Тщедушная, у вас хрупкое тело, слабо устойчивое к переломам, царапинам и болезням. Вероятность ломки от праймеров и получения травм повышена. Блять. Можно не надо? А если я выберу обходительную? Ага, ну то есть отрицательные качества везде одинаковые. Да. Ну ё-моё, а? Грубую возьмем. Или чё, или кого? Ну, тщедушная, что-то, мне кажется, я слишком буду ломаться. Порог ломки от интоксикации. А, не поломки, а ломки. То есть у нас будет ломка какая-то, да? Ладно, давай тщедушную возьмем. Окей, я согласна. Качество выбрано, вы можете перейти к навыкам. Фух, так, выберите 3 специализированных навыка. Почему взлом и вскрытие замков не одно и то же?
можете выбирать фразы с уровнем сложности, который равен уровню вашего речевого навыка или ниже его. Давай. Так, скрытость не надо. Наука. Максимальный запас энергии гаджетов +7. Заряды необычных эффектов, не физического урона. Не надо. Вы можете находить спрятанные предметы с уровнем сложности, который равен уровню вашего навыка или ниже его. Давай. Вскрытие замков. Вы можете открывать замки с уровнем сложности, который равен уровню вашего навыка или ниже его с вероятностью уклонения +1%. Не, ну вскрытие замков у меня никогда не было проблем. Взлом. Вы можете взламывать защиту с уровнем сложности, равным или ниже вашего уровня навыка взлома. +5 к урону автоматоном. Ну... Я думаю, тут тоже не будет проблем. Вы можете ремонтировать механические системы с уровнем сложности, который равен уровню вашего навыка или ниже его. Сопротивление урону +1%. Гринчик, привет. Бонус к урону напарников, здоровье напарника... Дистанционный урон, пробивание брони. Вот это можно взять. Огнестрельное оружие. Порог ломки от интоксикации +7. +5% к урону животным. Давайте возьмем огнестрельное оружие. Так, имя. Командир. Как мы меня назовем, чат? Давайте подумаем вместе. Как мы назовем нашего командира? Командир Шепард. Да ну, не, это не из этой вселенной. Командир-капитан? Ну, тоже такое себе. Отважная Ауф. Командир Роза. Командир Роза неплохо. Командир Ауф может. А командир можно же убрать? Командир можно убрать. Командир от Мороза? Это не из этой серии. Да можно убрать командир на самом-то деле. Давайте уберем командир. Как вас зовут? Писечка? Давайте назовем нашу девочку Писечка. Писечуа. Писечка. Отлично. Обзор. Итак. Профессор Писечка. Гениальная, везучая, тщедушная. Угу. Все, отлично. Далее. Ой, Господи Иисусе, сколько всего выбирать. Укажите, какие сложности вы предпочитаете преодолевать на заданиях правления Земли. Этот уровень... Так, история. Этот уровень сложности, чтобы насладиться сюжетом игры, не отвлекаясь на битвы. В режиме истории у врагов меньше здоровья, и они наносят меньше урона. Ну понятно. Типа, история нормальная, высокая и очень высокая. Ну давайте нормальная, как обычно, да? Тщедушная писечка? Не надо тщедушную писечку. Принимаем срочное сообщение. Личность подтверждена. Открываем защитный канал связи. Приветствую, командир. Как всегда, от вас требуется проявить недюжинные интеллектуальные способности и решительность при захвате цели. Вы направляетесь в Аркадию, систему, где производят все скачковые двигатели мира, по причинам разглашать которые я пока не могу. Эта колония не входит в нашу юрисдикцию. Недавно было установлено, что появление разломов, опасных разрывов самой ткани пространства связано с работой двигателя. Однако без них межзвездные путешествия невозможны. Не будет ни конференций, где можно высмеять высосанные из пальца теории коллег, ни вылазок в соседние системы за редкими артефактами, ни вообще какого-либо просвещения. Это обречет колонии на стагнацию и смерть. Ваша задача помочь передовому агенту Де Врис собрать информацию, которая позволит определить, каким именно образом скачковые двигатели или скачковые вызывают резонанс. Обратите внимание, если вас или кого-то из ваших подчиненных поймают, помощи не будет. В этом случае вы сами за себя. Мы не готовы к межгалактическому конфликту. В ближайшее время с вами свяжется агент Де Врис, она сообщит план действий.
Как всегда, уже предвкушаю ваш полный обоснованных выводов и смелых рассуждений отчет. Да пребудет с вами закон, командир. Командир Писечка, попрошу. Писечке придется постараться. Ай, да, есть такое. Так, что у нас тут? Сансубы как будто бы побольше сделать. Навигационный терминал. Станция «Горизонт». Секретный комплекс по исследованию скачковых двигателей, расположенных на орбите в кольцах самой дальней планеты системы Никс. Окей. Агент Паскаль попросила передать вам новое устройство тактического замедления времени. Говорят, эта модель вызывает на 10,25 меньше нарушений работы мозга. Вы меня проверяете? Устройства ТЗВ ускоряют восприятие времени или замедляют. Все время путаю. Короче, все вокруг замедляется. Принцип работы примерно такой. Если долго лежать в анабиозе, это отражается на работе мозга, правильно? Тут в целом то же самое. Страшно спрашивать, в каком смысле то же самое. А я не сказал? Нет? То же самое, только без длительной гибернации, а то из нее можно и не выйти. Ученые гарантируют, что тут бояться нечего. Обожаю науку. Ладно, что-то я увлекся. В общем, вот, держите. Если честно, товарищ командир, я сам вызвался отнести вам устройство. Очень хотел попросить вас профессиональный совет, но как стать таким же крутым агентом? Вы же просто легенда. А остальные... Их не разберешь. Все разное говорят. Что тебе советовали? Паскаль любит пошутить, но тут, мне кажется, она сказала серьезно, что нужно помогать беззащитным. Сандовал сказал, что нужно давить в себе слабость, и что мы спасаем дураков, которые не справляются сами. И что на нашей стороне правда. Епсон. Вы же знаете, из него слова не вытянешь. А вы как считаете? Так, мое мнение, что мы должны думать о людях, беречь в себе и других человечность. Помни, это просто работа, и никто, кроме тебя, о твоей судьбе переживать не станет. Мы должны быть безжалостны, нарушители закона не заслуживают его защиты. Не думал, что вы так скажете. Жестко как-то, но да, вы правы. За что преступнику второй шанс, если жертва его не получила? Спасибо, что нашли минутку. При вашем-то статусе. О, чуть не забыл. Очень скоро должна выйти на связь агент Дебрис. Она прямо как вы. Тоже одна из лучших агентов правления Земли. Вы точно поладите. В общем, надо открыть канал коммуникации. Так, идем. Большое спасибо, что принес мне устройство. Прекратить разговор. Тогда чего мы ждем? В следующий раз придешь с важным делом, поменьше болтай. Меня не ждите, товарищ командир. Я подойду через минутку. Так, окей. Как ты планируешь играть или пока не решила? Еще пока не знаю. Так, нужно управление. О, поприятнее. Так, это что такое? Я что-то нашла. Как встать? А? Так, удостоверение писечки. Отлично. Шлем агента. Отлично. Здравствуйте, командир. Ой, как похоже на Fallout. Жесть.
Офигеть. Писечка в раздумье, не говорим. Так ты агент, Писечка. Я агент, Писечка, да. А ты что думал? Агент Писечка к вашим услугам. Ой, блин. О, какая лапуля! Привет! Пожалуйста, подойдите к столу, чтобы начать совещание с агентом Де Врис. Какая ты миленькая. Так, зачем вы здесь курите, женщина? Вы какая-то неприятная. Можно мне только мальчика в команду? Женщина здесь могу быть только я. Так, это что такое? Медотсек? Медотсек. Товарищ командир, ввиду высокого уровня опасности и значимости нашего задания, прошу простить мне пренебрежительные условностями. В Аркадии установили диктатуру, так называемый протекторат, у них засекречено все и вся. Они не способны даже представить, что кто-то может проникнуть в их систему, и это стало нашим преимуществом. Я нашла способ им воспользоваться. В это сложно поверить, но если вы доберетесь сюда до скачковой лаборатории, то мы добудем нефиксированное скачковое ядро. Так. Неидентифицированные ядра не работают, и фиксаторы взрываются при попытке их снять. Правильно. Все знают, что ядра работают только при наличии взрывоопасных фиксаторов, которые замыкают контуры, так? Это ложь. Фиксаторы всего лишь прячут внутреннюю структуру двигателя, чтобы ее нельзя было скопировать. Нефиксированное ядро поможет нашим ученым выяснить причину появления разломов. Но сначала нужно добраться до посадочной площадки до станции. Ожидаем ли мы сопротивления? Скорее всего, нет. Мы выбрали удачный момент. Почти вся охрана сектора оттянута на другой конец станции по случаю подготовки к визиту семьи Суверена. Часть посадочных площадок, в том числе и нашу, вывели из эксплуатации, чтобы охранять меньше точек. После высадки нужно перенастроить сеть так, чтобы открыть проход в сектор. Потом вы проникнете в сектор. Необходимо отключить связь, иначе о нашем прибытии узнают, и разобраться с боевыми автоматонами. Так. Так, получится их отключить и бежать боевого столкновения. Это самое разумное. Они отлично защищены и безжалостны. Я организовала в секторе тайники с полезными сведениями и экипировкой. На вашем месте я бы их не пропускала. Задача кажется несложной, но недооценивать опасность ни в коем случае нельзя. Выше нос, агент! Чего бояться? Мы же непобедимы. Мы всяких коррумпированных политиков и их тайны на раз раскручиваем. По-твоему, я преувеличиваю? Протектората стоит бояться. Если нас поймают, то казнят без всяких раздумий. Они проводят собственным подданным химическую лоботомию за малейшие проступки. Ты не только своей жизнью рискуешь. Так. Много текста. Что это за новый Mass Effect? Это The Outer Worlds 2. Не врубился. Персонажи в игре не стрёмные, а нам в редакторе, считай, не дают выбора, как создать нечто стрёмное. Логика где? Хрен его знает. Райдерушка прыгает. Так, я не успокоюсь. Вы хоть представляете, чем я пожертвовала, чем еще готова пожертвовать? Я эту операцию чуть ли не год готовила, а теперь должна полагаться на команду какой-то недопрофессорши. А что это такое? Check failed, check passed? Что это такое? Это типа из серии «Я могу это сказать, но я могу зафейлить», да? Или чё?
Вы правы. Руководство доверили вам. Прошу прощения за несдержанность. Обещаю, этого больше не повторится. Она, кстати, похожа на эту... Блин, как актрису-то зовут? Мне нужно идти, мое отсутствие могут заметить. Я свяжусь с вами после приземления и дам необходимые инструкции. Августина, то есть агент де Врис, очень рад, что нам выдалась возможность посотрудничать. Что? Найлс? Это ты? Законом клянусь, Что ты тут делаешь? Это сколько же мы... Я теперь агент. Это мое первое задание, меня, наверное, не узнать. Ни тебе грязи, ни запаха топлива. Ну, обычно. Как закончим, буду рад увидеться. Удачи, агент. Тебе тоже, Абара. Отключаюсь. Товарищ командир, навигатор на мостике уже прогрели. Ждем вашей команды. Так, что по громкости, кстати? Стоит сделать погромче или нет? Кодекс. Вы можете в любое время вернуться к тому или иному обучению в разделе «Кодекс». Нормально по громкости? Окей. А я не громкая? Ну, я громкая, но насколько я громкая? Что, глазки болят. Ой. Да, текста тут, конечно, будет много читать. Я устану. Но синематики тут выглядят хорошо. Так, это я прочитала. Но мне почему-то очень сильно отдает этим... Ой, как он называется, господи. Космическая игра от Xbox. Как она называется-то? On which it is built, which is each and every one of you. Yes, you. Товарищ командир, мы с Абарой проконсультируем ситуацию, пока вы перенаправляете питание. Питание. Так, ну лут тут есть, уже приятно. Так, вскрытие замков. У меня, получается, нету вскрытия замков. Интересно, а я смогу его прокачать? Ух ты, какая я. Человек-паук, ёпта. Так, персонаж, навыки. Ну да, я потом буду вкидывать, видимо, сюда очки доступа. Так, репутация фракции. Ваша репутация отражает то, как вас воспринимают различные фракции Аркадии. С изменением репутации внутри фракции вы получаете соответствующие преимущества или штрафы, такие как изменение ценовой политики торговцев и эффективности вашего речевого навыка в разговорах. Неплохо. Тетя Космос? Тетя Космос. Старфилд, точно. Чем-то попахивает на Старфилд. Но больше с таким дизельпанковским состоянием.
Какой-то сбой в электронике. Активировалась система безопасности. Действовать надо быстро. Expiring without permission will result in developers being silenced. О, лут! Лут! Лут, 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 лут. We finished our sweep. Товарищ командир, мы закончили проверку. I'd wager we could use the intercom to call for help. Предлагаю попросить помощи через интерком, товарищ командир. Кто-нибудь из охраны наверняка сможет выключить его. Экран сломан, так что притвориться кем-нибудь из своих будет легко. Я нашла чей-то бейдж. Думаю, он поможет убедить того, кто ответит по интеркому. Always a good idea. Хорошая легенда, уже полдела. Так, а где отвечать? Ага. Cadet Warden Fourth Говорит Class курсант Corbin. Корбин, смотритель 4 класса. В протекторате прекрасный денек. Чем могу... Секунду. Вызывает посадочная площадка 053. Она выведена из эксплуатации, но там сработала система безопасности. Прошу назвать свое имя и номер подданного, чтобы я мог официально доложить о нарушении порядка. Попрошу поторопиться. Сейчас начнется трансляция прибытия семьи Суверена. Я не хочу получить взыскание за ее пропуск. Так. Маури? А, понятно. Я слышал, что вы... Слышал про ваше состояние. Извините за неуместный вопрос, но можете рассказать про умственную реабилитацию? Матриарх Всемогущий так и думал. То есть... Рад, что ваша продуктивность полностью восстановилась. Вы мне поможете? Я не хочу снова проходить умственную реабилитацию. Не могу. Я бы помог, но... Хотя, если подумать... Сомневаюсь, что вы запомните наш разговор. Получается, я ничем не рискую. Я отключу систему безопасности, Моури. Только очень прошу, если вы внезапно вспомните нашу беседу, никому не говорите. И, пожалуйста, не тыкайте никакие кнопки, вообще ничего не трогайте, а то вас и правда снова отправят на... Снова переведут на новое место. Привет, Ламбада. Так, курсант Моури, прочитайте. Вы были назначены на данный пост не просто так. В ваши обязанности входит поддержание порядка и чистоты на этой посадочной площадке, пока не поступит новый приказ. В случае чрезвычайной ситуации или крайнего замешательства, незамедлительно отправьте сообщение арбитру. Продолжайте обращаться к брошюре, выданной вам после умственной реабилитации, чтобы должным образом выполнять свои обязанности. Помните, ваше умение исполнять долг будет учитываться при регулярной оценке верности целям. Предупреждая возможные вопросы, предоставляем список важных примечаний. Временная потеря в пространстве не является чрезвычайной ситуацией. Не используйте собственный язык при очистке электрических проводов, вылизывать до блеска образное выражение. Данная посадочная площадка в скором времени будет выведена из эксплуатации в рамках подготовки к визиту семейства Вариков. Когда это произойдет, вы обязаны обратиться в главный коммуникационный блок и получить временное задание. Важно! После отключения площадки любой скачок напряжения приведет к перезапуску систем безопасности. Если вы продолжите уборку, по вам будет открыт огонь. В таком случае найдите укрытие и потушите очаги возгорания на своем теле, прежде чем связаться с арбитром. Лутаман вырвал штурвал у Эли. Да. Так. Ну чё, бежим лутаться, чат. Вы же понимаете, да? Ну вы же понимаете, да? Вы же меня понимаете? Но я не могу оставить этот лут гнить здесь. Он ждет меня, он требует меня. А у меня есть, кстати...
типа перевеса, если что, не будет. Продашь все, что не надо. Полутай, Лишней смотри, будем рады. полутай. Давай, полутай. На-на-на. Сука. Нюхаем каждую щель. Нюхаем. Нюх-нюх. 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 Так, ну вроде нет. Хотя вот эту штуку как будто бы надо было взломать. Нет? Или это если бы мы чуваков по итогу убили? А тут типа можно скрыться. Забери трофеи, не срывай, полутай. Ведь сегодня твой день, давай. Полутай, продашь все, что не нужно, понимай. Лутаем, сегодня мы с тобой лутаем, и я опять тебя теряю. Нормально. Товарищ командир, ситуация развивается чуть динамичнее, чем я рассчитывала. Меняем план. Нужно разделиться и одновременно накрыть и связь, и центр безопасности. Вижу, Деврис вечно на нервах. То есть не только я виновата. Такое ощущение, что у нее первое задание. Все же знают, что динамичное. Это еще повезло. Ладно, Ворон считать некогда. Коммуникационный блок справа, центр безопасности слева. Что предпочитаете, командир? Мы подстроимся. Так, коммуникационный блок или центр безопасности? Оцени игру. Лампада, да мы только начали. Еще не могу пока оценить. Вот, пока еще не могу. О, я не сделала захват. Блин. Ща. Чё, да, пока что в Outer World не так много людей пошло. Пока что не так много. Ты же в Стиме можешь увидеть онлайн игры? Да, давайте посмотрю. Давайте посмотрю. Ой, надо, наверное, зайти под Стимом. Единственное, я не понимаю, ну, типа, мы делали долго нашего персонажа. Окей, ладно, она не говорит. А нахрена мы делали нашего персонажа, если ее здесь не видно? Вот я понять не могу. Это так странно. Слушайте, я что-то не могу залогиниться в этом самом... Ну алло, залогинься, пожалуйста. Что она не алло. Сейчас попробую еще раз без логина проверить. А, можно не логиниться. 6300 сейчас. 6379 игроков сейчас. Вроде есть вид от третьего лица. Ой, надо глянуть. Привет, Романтик. Привет, Ред Ирод. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Почему мне кажется, что этот Афро хочет нас грабануть? Потому что он смотрит на нас серьезно. Ему не до шуток. Так, я займусь центром безопасности, я умею работать лихо. Или беру коммуникационный блок. Люблю честный бой. Какой странный выбор. Ну, жесть. Первую часть нет, к сожалению, я не играла, но у меня есть в планах на будущее поиграть. Но они вроде не связаны особо. Вроде говорили, что типа те, кто не играли в первую часть, могут спокойно идти во вторую. Может, сзади есть кнопочка, как фолочки, вид сзади. Фолочки? Я сказала фолочки? Какая странная у меня оговорка.
Блин, куда идти? А, я умею работать тихо, а не лихо. Тихо. То есть тут по стелсу, а тут драться, да? Давай, центр Kinda figured безопасности. that'd be your choice. Abara and Почему-то I я will не take удивлена. central Мы с dispatch Абарой and займемся meet you связью, at Six Flags. встречаемся в скачковой лаборатории. Постараемся не подставляться, да, курсант? Постараемся, если никто не подставится под нас. Лично прикончу всех, кто попытается нам помешать без всякой жалости, как вы и учили, товарищ командир. Right. Допустим. Notwithstanding Лично я Abara's не разделяю ни рвения Абары, ни Abara's переживания concerns over Девриса за fluidity. динамичной I'm fairly ситуации. certain we've got По-моему, this все under под control. контролем. Можете Rest расслабиться, easy, товарищ Commander. командир. Агент Паскаль, извините, я тут думал, как бы нам пробраться в коммуникационный блок. Ну, без лишнего переполоха. Центр безопасности серьезно охраняется. Когда проникнете внутрь, нужно отключить систему безопасности. Я оставила на наблюдательном пункте ключ от служебного туннеля, по которому можно пройти в здание. Так, окей. Полутай. На-на-на-на-на-на-на. А есть эта песня, кстати, целиком? Кики, это ты? Не знаю. А что ты хотел от Кики? Ну, Абара, есть мысли, как лучше действовать? Что-то ты притих. План в работе. Давайте я покажу, как доберемся на точку. Ключ от люка в центре безопасности горизонта. Понимяу. Тут нужно идти по стелсу или нет? Я вот О! Понять не могу. Я не могу ничего с ним сделать. Короче, тут, походу, можно просто идти. Тут по стелсу не надо. Да? Походу, да. Так. Найти тайник. Отключить управление защитой. Итак, мне нужен тайник, да? А как мне его найти? Что понять не могу. Дверь открыть, наверное, надо. Действительно. Так, мне батя звонит. Одну секунду, чат. Кстати, чат, напоминаю, что я ухожу на выходные, меня не будет субботу-воскресенье, но может быть, и я подрублю, чтобы мы посмотрели еще чуть-чуть раннего доступа Outer World, окей? Вот, ну буквально где-то стримы будут по 3 часа, не больше. Вот, у меня просто тетя приезжает, я не смогу дольше стримить. Так, сейчас.
Хотела снять шлем, чтобы, может, у меня было это показано, где там чё. Ножик-то есть. Пока непонятно, может, найдем. Так, что тут у нас? Компактные боеприпасы, легочный антисептик. Отлично. Так. Служебный вход в центр безопасности. Отсюда можно попасть к служебному проходу, отмеченному на карте Деврис. Так, ключ от люка в центре безопасности горизонта. А что, мы получили ключ? Я вроде только бумажки забрала. Ну ладно. Так, ну вроде я все утонула. Да? Я так и не поняла. Здесь что-то было сказано про секретные штуки. Сейчас, где это? Так, кодекс какой-то. Так, нет, запасы, карта. Карта, это понятно. Ой, сводка. Навыки. Вот, наблюдение. Навык наблюдения позволяет обнаруживать скрытые объекты в окружающем мире, едва уловимые особенности поведения собеседников. Повысив навык наблюдения, вы сможете выбирать способности, которые позволяют вам находить больше добычи, отслеживать врагов и эффективнее использовать слабые места противника. Вы можете находить спрятанные предметы с уровнем сложности. Ну, это да. А как это будет выглядеть, мне интересно. Ну, ладно. Хотел сказать привет, это я, Чупача. Ну, привет, Чупача. Привет, мой сладкий. Как дела? Какую-то шнягу взяла оранжевую. Тут не пройти? Тут не пройти. Не нашел ничего похожего на полутай. Так, металлолом. Что за металлолом я собираю? Вопрос. Так, магничка. Магничка это для взлома. Мы с Епсоном над сектором, товарищ командир, дорогой расчистили, встретили одного охранника, разобрались. Жестко вышло. Ничего же, действуем во имя непогрешимого правления Земли, так ведь? Как вернемся, советую тебе не прислоняться к шлюзу, Паскаль. А что, с ним что-то не так? Что со шлюзом? Крыска? А можно крыску убить? Шпрыса! Ой. О-о, кто-то меня запалил. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Ну я, конечно, дурко. Шпрыса по итогу и не это самое. Оса протектрона. Ее надо как-то убить. Она на меня смотрит или нет? А ты пойдешь поиграешь в Dying Light? Последний, который, что ли? А что вот это вот фиолетовое и красное? Фиолетовый это типа щит или что? Ой-ой-ой. Меня заметили. Да почему я не могу зайти в дырку, блядь? Ну это какой-то пиздеу. Короче, я из-за осы, что ли, не могу пройти. Угу. Кто-то собрал слишком много лута. Че сказал?
Внимание и незаметность. Враги, которые видят или слышат вас, постепенно накапливают шкалу бдительности. Постарайтесь не входить в зону видимости врага и не двигаться слишком быстро, чтобы избежать обнаружения. Когда шкала бдительности достаточно заполнится, враг начнет что-то подозревать и повернется, чтобы встретить источник угрозы. Если уровень бдительности поднимется еще сильнее, враг начнет осматривать области, где он в последний раз что-то слышал или видел. И если противник найдет вас, он встревожится и нападет. Когда вы передвигаетесь пригнувшись, врагу сложнее увидеть и услышать вас. Навык «Скрытность» уменьшает вероятность обнаружения противником. Некоторые способности и эффекты могут делать ваши шаги бесшумными. Спасибо за первую покупку мемкоинов! Я слышал, что тут могут кинуть друзья. Серьезно? Надо с ними аккуратней, да? Так. Ну, пробежимся кабанчиком по зданию. Мало ли тут что-то есть из лута, но пока что ничего не вижу. Да, лута нет. Эта игра хуже Bioshock Infinite? Почему? Но это немножечко разные игры, если ты вдруг не знал. И по жанру, и по сеттингу. А вот здесь что? Там что-то есть. Лут, да? Да, металлолом 1. Ну ладно, все равно. Мой лут-гоблин внутренний, он доволен. Спасибо даже за 1 металлолом. Это буквально Bioshock? Нет. Но. Я спрятала в служебном проходе нож и, скажем так, инструкции, как без лишнего шума обойти охрану. Так. Есть чё? Нет? Ну, лутик! Дайте лутику. Не хотят давать, да? Опа, стоять, надо присесть. Это взломать, походу, надо. Красным светится, да. Нет вскрытия замков. Так, пинчбольная карточка Нейтан Лоутер. Это кто такой? Разработчик? Пишу. О, кстати, уже дают ачивки. Ну-ка, в Стиме показаны или нет, интересно. Кто тут на Bioshock гонит? Слушайте, реально, я уже получила ачивку. Вот это поворот. Обычно в раннем доступе не дают ачивки. А где прапор? Он что, прогуливает? Сучка. Будет наказан. Так, вскрыть, к сожалению, не могу. Так, тут что, труп? О, ножик! Клинок часового. Пригнувшись и подкравшись к ничего не подозревающему врагу, вы можете провести скрытую атаку. Большая часть вашего арсенала позволяет заранее увидеть наносимый урон в зависимости от оружия, подготовить сильный удар. Удар по слабому месту или заряженный выстрел. Скрытая атака одноручным оружием ближнего боя наносит дополнительный урон, который симулируется с обычным уроном или уроном сильного удара. Чтобы увеличить урон скрытой атаки другими видами оружия, используйте соответствующие модификации способности. А он спит, наверное. Козёль. Кровавый понос на него нашлю. Хочу вскрыть. Dictates we rout all disruptive influences. I'm a good neighbor, I do all I can. А чё над ним черепок? Так, картридж с битами, компактные боеприпасы и магничка. Так. Руководство службы безопасности, часть 1. Код красный. Как реагировать на брешь в системе безопасности и прочие крайние маловероятные угрозы. В случае нарушения безопасности, катастрофического сбоя и иных нечестивых происшествий сохраняйте трезвый рассудок, курсант. Безопасность всего общества зависит от вашей бдительности и собранности.
Сейчас, секундочку. Надоела стратежка? Ну, мы ж... Я писала в этом самом... Как его, Господи Иисусе, называют? В анонсе, что мы, ну, временно в нее пойдем, пока не вышел в релиз... Не вышла в релиз новая игра. Где здесь Биошок увидели, непонятно. Если только не брать в расчет маленький геймплейный момент в одном из DLC, когда перс настылся и чутка бегает по вентиляции. Нет, здесь стилистика такая дизельпанковская. Она чем-то похожа на какой-то визуал из Биошока. Но в целом не сильно-то оно и похоже. Вот. Так, на чем мы остановились? Вероятность появления на территории нежелательных лиц настолько низка, что практически отсутствует, однако все еще существует бесконечно малый шанс проникновения мятежников, симулянтов и мизантропов. В таком случае вы столкнетесь с величайшей опасностью на горизонте. Все неуполномоченные лица подлежат немедленному устранению. Если устранить их не предоставляет возможным, ваш долг разрушить саму станцию, чтобы наши знания и технологические достижения не попали в руки врагов протектората. Окей. Все, больше тут ничего? Да. Блин, хочу хоть одну секретку найти. Когда она уже будет, а? Где секретки? Секреточки. Спрятал все секретки, осуждаю. Осуждаю. Прапор, конечно, да, жопушник еще тот. Ты видел Моури после возвращения? Без слез не взглянешь. Да, очень грустно, когда человек оказывается недостоин. Ведь если обладаешь силой и волей, процедура делает из тебя более верного и подданного, и более прилежного работника. Да, именно это я и имел в виду. Слава протекторату! Так, а как мне к нему подойти сзади? Ты моя секретная секретка? Уж ты ж мой сладенький пирожочек. A perfect society demands perfect thoughts. Imperfection is impossible when the mind is a thing of symmetry.
the duty of every protector Спасибо большое, Steam. О! Блять, меня отвлекли! Ой-ой-ой, хана мне. Don't like the sound of that at all. Нет, 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 братан, тебе показалось, да, показалось. Forever vigilant. Тим, ну ты меня почти подставил, ну что это такое вообще? Ну, блин. Спасибо большое за 1000, спасибо за поддержку. Так, ну вроде обоих мы тут завалили, да? Что тут у нас? Здравствуйте, член персонала. Извлечь карту. Вернуться к началу. Я зашел пожелать вам удачи. Мы верим в вас. Спасибо. Спасибо. Я тут буду читать эти самые записки, но не все, хорошо? Потому что, я так понимаю, их будет очень большое количество. Вот. Даже для меня слишком большое количество их тут будет. Так, о пользе умственной реабилитации. Смотрительница Чон, пишу тебе лично с возможным решением твоих проблем с персоналом. Недавно до меня дошел слух, что один из бывших курсантов в ведении моего начальника продемонстрировал значительные изменения в поведении и эффективности после 6 месяцев пребывания на умственной реабилитации. Считаю, результат говорит сам за себя, значит, это неплохой вариант для... Здесь послание резко обрывается. Вот так вот. Тупенькие NPC, ну да, они как будто бы плохо... Как это плохо... реагируют, что ли? Но мне, наоборот, это хорошо. Для меня это хорошо. Потому что если бы они были более сложными, да, возможно, это было бы более интересно, но это было бы более сложно. А я не люблю сложности, не люблю духоту. Поэтому нормально. И так сойдет. Так, мне вроде сюда надо, да? Так, что за комнатка? О-о-о-о-о-о-о-о. А я могу спрятаться где-то? No! Ага. Да, иди. Ушел? Ушел. Молодец. Сигареты престиж с ментолом. Дым, сигарет с ментолом. Пьяный. Ну, что-то там в дурмане. Или как оно пелось, господи. Так, руководство службы безопасности, часть 2. Код красный. Как реагировать на брешь в системе безопасности и прочие крайне маловероятные угрозы. Дополненное издание. Предыдущий выпуск был весьма тревожным, однако теперь вы можете вздохнуть с облегчением, курсант. Беспокоиться не о чем, это руководство было написано исключительно из чрезмерной осторожности. Здесь, в Аркадии, нам не грозят диссиденты, поскольку все следуют плану и трудятся ради создания утопии, о которой мечтала матриарх. Не грозят нам и захватчики. Все остальные люди за пределами Аркадии скованы цепями несправедливого труда, и они настолько отстали от нас в технологическом плане, что просто не смогут сюда долететь. И все же стоит помнить, что бдительность – признак достойного подданного протектората. В Dishonored NPC капец какие лютые, бесшумно пернул. И все хотят убить. И все, хотят убить вообще все и со всех сторон. Да, да, есть такое. Так, тут кто-то еще срал? Нет? Нет. Ну и ладно. Так, буду ходить на корточках, потому что мало ли еще какой-нибудь появится. О, ёбат. Он не нападет? Пункт ремонта автоматонов. Подвешенный на лебедке автоматон частично разобрали, чтобы получить доступ к его поврежденному модулю наведения. Так, значит, перенастроить модуль наведения, взломать модуль наведения. Но для этого нужен инженерия или качество изобретательное. А я не то, не то. От, блин, говнина яка. Ну, блин, надо было
вскрытие замков брать. Ну что за говнина? Ну, блин, целый сейф. В нем 100% что-то годное лежит. Мой лут-гоблин недоволен. Там есть кто? Нет? Как будто бы больше нечего. Там лежит аж 2 металлолома. Я спрятала в полу у лесов пару отвлекающих устройств, которые помогут пробраться в комнату управления. Только дождитесь, чтобы охрана действительно отвлеклась. Охрана действительно отвлеклась, да? Господи, я испугалась. Блин. Навык наблюдения позволяет вам находить скрытые места, в которых хранится информация или что-то более существенное, когда рядом что-то есть, перед вами появляется око наблюдения. Обязательно осмотритесь, чтобы найти тайник. О, хорош. Мой лут-гоблин доволен. Моя прелесть. Мой лутик. Извините. Что-то меня плющит. Чё? Отвлекающие устройства – это переносные механизмы, производящие громкие звуки. Если бросить его рядом с врагом, тот пойдет проверить источник звуков, что позволит вам незаметно пробраться мимо, выполнить скрытую атаку или заманить врага в ловушку. Отвлекающие устройства действуют на определенном расстоянии. Персонажи вне зоны действия не будут отвечать или реагировать на них. Свет включили. Так, бросить на G, поменять на колесико. Ну, допустим, пошли. Блин, главное, чтобы я вовремя глазик замечала, на самом-то деле. We all are equal in the service of the sovereign. You're here. I don't care where. А того полутать можно, нет? Можно, хорош. Так, тут вроде больше никого нет, да? Можно пробежаться, полутаться, если тут что-то есть, да? Блин, такие эти сундуки некоторые классные, как будто бы их надо лутать. Ну, они так выглядят. Вот какие-то вот такие типа сумки, вот такие вот ящики, как будто его, ну, прям надо разбить. А они не алё. Очень странно, конечно. Очень она странно. Так, это что? Читать надо, да? Так, уведомление о визите королевской семьи. Правила поведения во время визита семьи Варик. Все мы исполняем свой долг перед протекторатом, и семья Варик, родственники нашего славного суверена, не исключение. Однако их ноша гораздо тяжелее, чем у обычного человека. Вы обязаны оставаться добропорядочными и верными подданными и следить, чтобы ваши родные и соседи тоже не свернули на кривую дорожку. Королевская семья же обязана управлять жизнью всей Аркадии. Дабы не обременять их еще большей необходимостью обращать на вас внимание, во время визита подданным разрешено смотреть на прекрасные королевские лики не дольше 2 и 35 секунд. Голова при этом должна быть опущена вниз. Прямой зрительный контакт строго запрещен, а расстояние между славным семейством Варик и подданными, к которым они не
обратятся сами, должно составлять не менее 3 метров. Господи Иисусе. Вот это, конечно, прикол. Ой, что голова болит. Что за фигня? Лёш! А ну-ка глянь, сколько там счетчик показывает. Звуки. Статус автоматонной системы безопасности активная. Так, внимание! Отключение автоматонных мер защиты сделает данный сектор уязвимым для проникновения. Вы точно хотите продолжить? Отключить запуск автоматона. Статус автоматонных мер защиты отключены. Внимание! Данный момент горизонт уязвим. Что касается в соответствии со статьей куча циферок Уголовного кодекса протектората. Отлично. С автоматонами проблем больше не будет. Теперь воссоединитесь с отрядом и встречаемся в скачковой лаборатории. Блин, автоматоны здесь, конечно, огромные, пипец. Интересно, как с ними драться. Так, а куда мне надо идти? О, здорово. Сюда? 5 часов еще играть? Куда? Двигаемся к коммуникационному центру. Надо только разобраться с охраной. Какой охраной? Мы же отключили всех. Еще есть людишки где-то? Вроде же нет. А вроде нет. Так, эта дверь не открывается. А, мы там были, походу, да? Это что такое? Автодок? А это мы типа похилились, что ли? Интересно. Такое ощущение реально, как будто игру, знаете, частично 444... А, ну я поняла. Я поняла. Ой. Короче, такое ощущение, как будто игру совместили этот Биошок и... Как его там... Блин, псих писал, я забыла. Старфилд, вот. Старфилд с Биошоком как будто соединили. Кто играл в первую часть? Пространство на диске не испортит? Первая и вторая части вроде не особо связаны. Но я не играла в первую часть, не могу сказать. Но вроде говорят, это очень хороший сиквел первой части. Судя по отзывам критиков. Хотя нет веры критикам на самом-то деле. Че, нету лутика, да? Ну, ладно. Че, мне просто идти надо? Не бояться никого? Или кого-то все-таки бояться? Не могу понять, бояться или не бояться. Fallout? Ну, кстати... И на Fallout тоже, да, как будто бы похоже. А! Кто это? Взрыв? Абара, Паскаль, вы меня слышите? Найлс, отзовитесь. Что это было? Откуда дым? Произвожу попытку восстановления жизненных функций агента Абары. Прошу отойти. На данный момент полный отчет недоступен, но если пользоваться формулировкой агента Паскаль, какой-то
Вырезано. Внимание, связь с агентом Паскаль потеряна. С вероятностью 90% агент находится под обломками. Вероятнее всего, со смертельными повреждениями. Протокол медицинской сортировки требует в первую очередь стабилизировать состояние агента Абары. Прошу обеспечить безопасность. Так. Думаю, либо первая, либо третья. Абаре нужна серьезная помощь. Доставь его на корабль быстро. Действуй, если Абара умрет, я тебя на металлолом. Ну, давай третья. Данный аппарат не реагирует на вербальные угрозы. Если вы не удовлетворены качеством работы данного аппарата, обратитесь в местное представление правления Земли. Представительство, господи. В случае стабилизации состояния либо смерти агента Абары, данный аппарат доставит его на инкогнито. Впрочем, агентам рекомендовано продолжить работу. Направляйтесь в скачковую лабораторию. Инструкции правления Земли гласят, что экипировка вышедшего из строя агента распределяется между остальными. Возьмите винтовку агента Абары, командир. Она повысит ваш шанс выжить. Товарищ командир, к вам движется охрана. Агент Деврис, ждем указаний. У нас пострадавшие. Бред какой-то. Там не было охраны. Не представляю, что могло их вызвать. Им уже не помочь, но задание есть задание. Мы обязаны его выполнить. А где винтовку-то брать? У него руку оторвало. Ядрить твоя налево. А где винтовка-то? Ёк-макарёк. What was... Huh. They never back to it. Never doubted. Their zeal never lacked. Где винтовка этого чувака? Я понять не могу. Она сказала, возьмите винтовку. Где? Вы где-то видите его винтовку? Что-то как-то странно. В заднем кармане? Succeed alone. So be diligent. And remember, failure will be met with severe consequences. Есть что полутать? А еще? Блин, а как мне... Я сейчас зайду, он меня заметит. На большом баке вроде было. Ну ладно. На большом баке. Здесь или в комнате? Это что сейчас было, кстати, что я взяла? Понятно. Спасибо. Она у меня была. Так, еда и напитки. Подлечиться вне боя вам помогут еда и напитки, которые представлены в широком ассортименте и весьма бюджетны. Однако во время боя восстановить потерянное здоровье можно только с помощью медицинского ингалятора. Подробную информацию можно узнать в кодексе в статье «Обучение медицинский ингалятор». Ух ты!
Так, медицинский ингалятор. Чудесное творение современной науки, способное синтезировать целебные препараты. Действие ингалятора определяется используемым фармацевтическим праймером. Каждый синтез ингалятора расходует одну дозу. Доза генерируется автоматически, когда вы находите или приобретаете препараты. Внимание! Слишком частое применение ингалятора за короткий промежуток времени может перегрузить организм токсинами и вызвать ломку, при которой вы какое-то время не сможете использовать ингалятор. Да, все намного проще. Мы, как обычно, все усложняем. Так, это гаджет тактического замедления времени, да? Ага, все, я поняла. А вот это праймер. Ага, поняла. Так, это у нас ресурсы всякие. Угу. Это у нас инструкция. Что за инструкция? Ага. Пятибалльная карточка Нейтан Лоутер. Максимальное здоровье плюс 5. Коллекционная карточка, которая дает постоянный бонус. Если она у меня в инвентаре, типа... Так, это все хлам. Хлам, видимо, можно будет продать, да? Скорее всего. Так. И чё? Они чё, поломанные? Прикол какой-то вообще. Это, кстати, были ученые. Блин, простите, ребят, простите. Но такова судьба. Мне нужен опыт. Так, дневник курсанта 4 класса Корбина. Покровитель был так горд, когда меня назначили в этот исследовательский центр, но я опозорил его. Опозорил всех. Арбитр Джексон часто и настойчиво напоминает, что я лишен проницательности и способностей из-за моих постоянных неудач. Вчера я даже наступил в лужу рвоты и не заметил этого, пока другой курсант не сообщил мне в гневе об этом. Но все это меркнет в сравнении с моей неспособностью понять положение доктрины. Некоторые из них кажутся, на первый взгляд, противоречивыми, но должно быть тут дело в моем непонимании, так как все аспекты протектората непогрешимы. Жаль, конечно, этого добряка. Чат, ну чё вы, я просто думала, надо воевать против всех. Я в полном замешательстве. Как и вы, серьезно. Но признаться в этом значит лишь сильнее поставить под сомнение мою пригодность и получить еще одно взыскание. Извините. Если станет слишком много, меня ждет умственная реабилитация. Я знаю, что оно должно делать из тех, кто в нем нуждается, более полезных подданных, но я только слышал истории о несчастных, которые возвращаются с полуприкрытыми глазами и отсутствующим взглядом, больше не являясь собой, забыв даже, где они. Да сохранит меня суверен. Да сохранит тебя суверен. Так. Опа. Хорош. Так, тут где-то что-то... Опа, здрасте. Еще что-то есть интересненькое? Не зря мужичков завалила. А я еще на них нападаю, такая думаю, блин, а чё же они не поднимают тревогу? Что за фигня?
это оказались даже не вояки. Only as strong as its basest elements. Мы взяли перк, из-за которого меня не будут хейтить из-за резни? Да? Блин, ну вот тоже вскрыть его бы. Блин, я думала, у меня есть изначальное вскрытие, а его надо изучать, блин. Тут сейф теперь навсегда в моем сердечке. Как я его просрала, а? Или злодейку отыгрывает? Да. Именно так. Так, ну вроде все. Так. Есть кто? Нет? Вон, вижу чувака. Так, сзади должна быть дверь в его комнату. Я мамкин подкрадун. Я мамкин... Блять! Я не мамкин подкрадун. Ну ладно. Уведомление о дне памяти. Понятно. Так, пампинг стейшн. По опыту что? Блин, еще бы знать, где это смотреть. Вот, очков до следующего уровня. Это совсем столько времени винтовка, а еще ей не воспользовалась. Но я стараюсь максимально пройти по стелсу. У нас же секретная миссия, ёпрст. Я же поначалу договорилась, отключила эту безопасность, а могла это и запороть. Отключили роботов, там отключили все, короче. Вот, я так хороша, а? Оу! Тут надо, чтобы он опустил эти штуки. Блин, то есть мне к нему надо в окошко, да, бахнуть? Эй, да, вы там! Подойдите сюда, пожалуйста. Что вы здесь делаете? Почему вы оставили пост? Честно слово, все как с ума посходили. Случилось что-то ужасное, нужно быть начеку. Я не могу связаться с центром безопасности ни в какую, а это просто невозможно. Автоматоны вернулись на зарядные станции, отключились, а потом еще и взрыв. Может, хоть вы знаете, что случилось? Так, у нас чрезвычайная ситуация. Мне нужно в скачковую лабораторию. Крутануть пистолетом случилось я. Не, давай первое. Клянусь матриархом, этот голос. Я с вами говорил по интеркому, но вы не Моури. То есть, я впустил внутрь неизвестную. О нет, мне конец. Вы меня облапошили, обманом вынудили предать родину, и теперь я за это заплачу. Я верный подданный суверена. За что вы так со мной? Рядом нет никого, кто бы мог осудить, я никому не скажу. Они и без свидетелей справятся. У меня столько взысканий, что меня точно будут допрашивать. И прочтут вину у меня в глазах. Услышать слабость в моих словах. Как бы я ни старался их скрыть. Буду смиренно ждать, когда за мной придут. Для меня все кончено, это просто факт. Я сам знаю, что верен родине, и это главное. Так. Ты явно жуть как боишься умственной реабилитации, но все равно добровольно сдашься. Ты чего? Голос как будто у тебя сейчас наизнанку вывернет. Я уж-то знаю. Так, я точно знаю, что ты хороший человек. И станешь еще лучше, если поможешь мне. Ладно. Ладно, давай первое. Какая разница, добровольно или нет, избежать ее нельзя. Моя последняя оценка верности целям.
Оставляет желать лучшего. This perpetual appraisal of purpose was less than adequate. It's just Она лежит себе в терминале арбитра Джексона, а я как под прицелом хожу. А когда прибавятся взыскания за сегодня, может, мне повезет и меня просто казнят. Так, лежит в терминале. Здесь я что-нибудь придумаю. Может, смогу помочь. Арбитр Джексон, а я его знаю, он мне так помог после реабилитации. Так, если тебе все равно убьют или отправят на реабилитацию, может, просто меня пропустишь? Не, давай первое. Как помочь? Мне уже ничего не поможет. Просить о восстановлении в правах допустимо только в исключительных обстоятельствах, ведь наш закон безупречен. Так, да нет, я могу попробовать исправить ситуацию. Что может быть безупречнее, чем чистое личное дело? Не понимаю, вы предлагаете отредактировать официальный документ, не имея права, чтобы прикрыть мой позор? Не думал, что такое возможно. Это же как начать жизнь заново. Да что я говорю? Не нужно втягивать меня в такие вещи, меня поймают. Нет, при чистом личном деле тебя не заподозрят. Вы пойдете это ради меня? На это пойдете? Конечно, если ты пропустишь меня в лабораторию. Разумеется, слава протекторату! Ай, блин. Это было слишком легко. Эля как змеи искушает невинную душу. Открой эту дверь. Не представляю, что случилось. Все в кривь и в кость. Еще и Найлс, такой перспективный агент, но у нас нет времени на траур. Прямо за вами находится лифт, я вас жду. Мы обязаны добыть нефиксированное ядро и покинуть станцию, иначе его жертва окажется напрасной. Так, а чё, как, куда, сюда? Славься, Отечество наше. Какое там? Я уже не помню, какое. Так, чаек. Отлично, что тут? Так, собственно. Курсанта, гипотеза о возврате и восстановлении. Заказ на автоматоны. Ну, давай все про это прочитаем. Свободная, точно. Хеллоу, здорово. Так, а вот это что? Ничего, да? Окей, ладно. Так, ну опять вскрытие, а у меня нет вскрытия, я бимш. I'm немножечко бимш. Есть кто? Так, ткань. Оксиморфон. Окей. Так, тут кто-то в туалетах кекает. Это писсуар или это душ? Ты чего пугаешь нахрен? Я сама чуть не обесрався. Это писсуар или душ? Вроде как... Не, ну сверху-то ничего нету. Чисто писик, что ли, помыть? Или все-таки пописить? Не могу понять, пописить или не пописить. Развела пацана прожженная шпионка. Да нормально все, пацана жалко, не будем же мы его подставлять. Он нам может жизнь упростить, и мы ему тоже. Только надо про него реально не забыть. Так, написание от руки заметка. Автор этого пространного наполовину стертого текста сыпет экзоспециальными научными терминами, однако вам удается понять, о чем речь. Если мы хотим выяснить причину возникновения и найти возможные решения пространственных аномалий под названием разломы, необходимо рассмотреть сразу несколько факторов. К ним относятся в частности размер и масса корабля, его скорость на момент скачка, а также возраст и количество использований самого скачкового двигателя. Самым сложным для учета фактором остается количество кораблей, совершивших скачок в конкретном месте. На данный момент мы уже добились определенных успехов в создании модели происходящего в лабораторных условиях.
Приоритетом наших изысканий была и остается первопричина проблемы. А чё? А? Почему? А, это типа мы поняли, что здесь написано, потому что я была профессором, да? Типа, если бы я была бы не профессором, я бы ни хрена не поняла, что здесь написано, правильно? Это душ-писсуар. Может, это душ снизу, чтобы пяточки вода щекотала? Ну да, пяточки. Угу. Конечно. Товарищ командир, будьте начеку. В нашу область двигается охрана. У вас буквально минута. Минута для чего? Куда? Панель управления топливной системой. Увеличить подачу до опасного уровня. Нажимать все кнопки подряд. Вы находите элементы управления подачей топлива и постепенно увеличиваете значение. Вам везет, система не выдает ни одного предупреждения. Ей! Не зря взяла везучую! Хорош! Ой! Ребят, ну зачем вы так, а? Нормально же общались. Они что, друг друга убили, что ли? Не, ну я не могу быть настолько везучей. Лол. Блин, это, конечно, сказочное это. Лол. Они реально друг друга перестреляли? Или меня в танках сейчас разобрали, пожалей, пожалуйста. Ну что ж ты это? В какой ты там пошел этот режим, что тебя там разобрали? Прикольно, а может не повезти? Да, это прям вот РПГ, как я поняла. Здесь очень есть различные, короче, навыки, особенности, которые у вас будут. У вас есть предыстория, которая тоже что-то вы там типа можете, что-то не можете. Вот, и, соответственно, навыки, которые я выбрала себе с самого начала, у меня речь, то есть я очень, типа, харизматичная, могу уболтать кого-то. Наблюдение, я могу находить всякие скрытые, короче, штучки. Ну и я взяла огнестрельное оружие, но, походу, нужно было мне брать взлом. Вернее, не взлом, а вскрытие замков. Вот, но ладно, это уже такое. Вот, и что там еще? До этого в способностях... Нет, где это? Репутация... вот, качество. Ты в самом начале выбираешь себе 3 качества. Я выбрала себе, что я гениальная и везучая. Вот, соответственно, я могу наобум потыкать что-то, типа повезет, не повезет. Вот, просто там была штука, которая нужно было как раз-таки взлом. А у меня нету этой штуки. Вот, я ее не прокачала с самого начала. Соответственно, я потыкала все наобум, и мне повезло. Товарищ командир, меня слышно? Что-то не так. Мы не можем зайти в скачковую лабораторию, и Девирс не отвечает. Короче, мы в тупике. На нас не рассчитывайте, нам бы самим живым остаться. Не волнуйтесь, скорее заберите ядро и Деврис. Чего? Кого? Товары. Можно что-то купить? Антисептик, оксиморфон, блинчики, дань памяти, газировка престиж, гордо-чай. Королевские корзиночки. Блин, я жрать захотела. Ну, ё-моё, а? То есть ты не из тех, кто скажет, я что-то нажала, и все сломалось. Нет, я скажу, не повезло. У тебя что-то будет, типа, я нажала и взломала Пентагон? Так, удача благоволила. Раскроу, привет. Как игрушка успела пощупать? Ну да, вот, щупаем. Слушайте, ну мне пока нравится. Единственное, мне ужасно не понравился здесь редактор персонажа. По крайней мере, женского персонажа. Вот редактор персонажа здесь ублюдский. Абсолютно. Таких страшных женщин надо еще поискать где-то. Вот. То есть тут нужно прям постараться красивого персонажа сделать. Но с другой стороны, пока что мы вообще и не видели, зачем мы здесь делаем нашего персонажа, если мы его не видим. Хотя вроде ребята сказали, здесь есть где-то вид от третьего лица. Вот, как будто бы.
Может быть, но это не точно. Вот, поэтому так. Пошли кушать? Да уже ладно, что тут осталось? Буквально 40 минут стрима, да я пойду отдыхать. Да? В первой части редактор тоже ужас. Ну, вот здесь то же самое. Вот. Не знаю, зачем его ввели. Лучше бы ввели чисто одного персонажа мужского и одного женского. Все. Так, посмотреть товары. Нам нужно сюда, да? Сейчас, подождите. Это закрыто? Нет. Гаджет тактического замедления времени. Так, ну это я поняла. Подождите, нет. А что здесь? Включить питание? А зачем? The eyes, the ears, the brain of Horizon Point Station to determine... Блин, херню сделала, херню сделала. А! Carefully reloading. Nice. Remember, we're all in this together. The skip drive is our legacy. It is our mandate. It is who we are. And it falls to you. The eyes, the ears. Так, еще что-то можно полутать? Что-то меня, конечно, очень жестко вштырило от ингалятора. Хилиться часто я не смогу, как я поняла. Быстрее, 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 быстрее. Куда мне? Мне туда? Ну тут пока... Ага, мне в комнату, видимо, надо, да? Ой-ой-ой. Ха, не заметил, да? Понятно. Журнал безопасности с танковой лаборатории. Понятно. Так, еще тут что-то есть, что я должна сделать или посмотреть. Но вроде нет. Вон еще один чувак есть. Но до него далеко идти. Я там повалил кратно, но последний бой меня вынесли. Ты антисептик используй. А он убирает интоксикацию? Сейчас почти в всех западных играх персонажи стрёмные, особенно если дают их поредачить. Ну да. Пока что только красивые персонажи у азиатов. А чё дальше-то? Бездна вас побери! Даже тут напортачили! Нельзя было спокойно умереть! А я-то думала, что возможность познакомиться с предельно закрытой культурой задержит человека, которого знают за интерес к науке. Возмутительный просчет, но я знаю, как его исправить. Хочешь сказать, что все сегодняшние проблемы не только от твоей книги? Нет, давай. Надеюсь, тебе хорошо заплатили за предательство коллег и правление Земли. Думаете, я могла предать вас, правление Земли и свои принципы за какие-то там биты? Я никогда не предавала, хотя понимаю, почему вы интерпретируете ситуацию именно так. Однако все гораздо проще. Всеобщий план гласит, что этот кошмарный эксперимент должен исчезнуть, и вы вместе с ним.
Так, и, конечно, в таких случаях жертвуют всем всегда кем-то другим. Вот как. И в чем же состоит твой явно несовершенный всеобщий план? Лично я вижу план немного иначе. С моей точки зрения, умереть должна ты. Ладно, давай второе. У меня нет ни времени, ни желания растолковывать таким, как вы, всю продуманность и точность плана. Но при чем здесь мы? Зачем было дожидаться нашего прибытия? То есть Найлс просто разменная монета, он думал, что вы друзья. Какое совпадение, у меня тоже нет времени слушать твои бредни про план. Хоть где-то мы сошлись, у нас совершенно нет времени. Прощайте, товарищ командир. Интересно, а если бы я сказала, что типа ты должна умереть, я бы ее убила, и этого бы не случилось или нет? Разлом естественного происхождения убил семью суверена. Внимание всем агентам правления Земли. Связь с Землей потеряна. На границе Аркадии обнаружены неопознанные корабли. Теперь не просто космос, а тетя космос. С тетей выгодней. Жители Аркадии, мы избавим вас от тирании. Эй! Ты, рукожоп, хватай нормальней. Почему начинала не с этой игры? Она вышла только в 8 часов. Красиво. У них очень красивые синематики. Если Mass Effect играла, игра понравится тебе. Да. Игра не стоит своих денег. Ну, почему? Вэл, ты меня слышишь? Она так почти 10 лет пролежала. Ты же знаешь, что бывает после долгого анабиоза. Следствием долгого анабиоза... Ну, здравствуй, дорогая. Как жизнь молодая? Привет, дорогой, спасибо большое. Хорошо, все, у тебя как дела? Как семья, как дети? Это сравнивают с Mass Effect? Ну, слушай, эту игру сравнивают со всем. И с Биошоком, и с Старфилдом, или как его там, господи, и с Mass Effect, с чем только не сравнивают. Вам полагается выплата за последнее задание. Выполнен перерасчет с учетом провала, а также несанкционированного отпуска длительностью 3468 дней. Так, то есть почти 10 лет пролежала в анабиозе. Это дичь, Вэл. Это что, был Найлс? Что происходит? Ха, эй, я чуть не умерла. Где надбавка за вредность? Работа агентов правления Земли опасна по определению. Надбавки за вредность не предусмотрены. Но за 3 клинические смерти вы получите памятный подарок. В протокол реанимации входит проверка физических и умственных способностей. Требуется убедиться, что ваши компетенции не изменились.
Так, сбросить очки способностей. Да, проверка не помешает. Чувствую себя странновато. Не сбрасывать очки, обойдемся я. Отлично. Давай сбросим. Скажите. Так, я гениальная, да, и везучая, да. Не, ну тут мы ничего не это. О! 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 О, капуэра патао. Капуэра патау. Я убираю огнестрельное, ставлю вскрытие замков. Проверка завершена. Анабиос вызвал определенные изменения, однако они не представляют угрозы. Ваше личное дело обновлено. Сейчас вы услышите краткую сводку событий, командир. Если почувствуете, что начинается разжижаться, начинайте. Срочно уведомите об этом аппарат ВЭЛ. Так, чего там? Отлично, сын растет, пошел 2-й год. Работаю постоянно и с сыном. Времени нет свободного практически. Залетел вот с 2 мейн-кунов, чтобы отдыхать по вечерам. Ой, ну это хорошо, это хорошо. Завел, господи, что я прочитала? Залетел? Нормально. Залетел. Блин, завел 2 мейн-кунов. Блин, скинь фотки. 2 мейн-куна, кайф. 1 мейн-кун это кайф, а 2 это дабл кайф вообще. Ого, Жваха, как ты райдер любишь. Привет тебе. Залетел я сюда, да. Привет тебе, спасибо большое за донат, спасибо за поддержку. Очень рада, что ты забегаешь, все равно не забываешь. Вот, очень приятно. Скину в Дискорд, хорошо. Это вообще не Mass Effect. По сравнению 2-й части не скажу, но первая это была больше смесь Старфилда и Биошока со стилистикой более приближенной к Borderlands. Вот да, мы пока играли, я тоже сказала, что кажется, как будто игра смесь вот что-то между... Вернее, не между, что-то взяли как будто от Биошока, что-то от Старфилда и что-то от, возможно, Fallout'а. Вот, и намешали это чуть-чуть. Вот. Ну, выглядит прикольно. Плюс это RPG, вот, с различными вариантами, отыгрышами и всем таким вот всевозможным, да. Ну, не знаю, выглядит прикольно. Вам как? Вам нравится, не нравится? Или пока еще не поняли? Доложи обстановку, Вэл. Тетя Клео и Просто Космос объединились в корпорацию под названием Тетя Космос и вторглись в Аркадию. Тетя Космос утверждает, что удовлетворяет спрос и освобождает Аркадию силой капитализма. Число жертв значительно. К сожалению, вторжение также усугубило ситуацию с разломом, возникшей из-за действий агента Де Врис на горизонте. Не прилететь в колонию, не покинуть ее не представляется возможным. Также колонии продолжает угрожать разлом. По актуальным подсчетам, через 10 лет плюс-минус 7-8 лет Аркадия будет уничтожена. Запускаю программу поддержки. Не волнуйтесь, командир. Вероятность, что ваше вмешательство могло что-то изменить, составляет 0%. Охуенная это поддержка уровня Лакича. Он примерно так же поддерживает. Простите. Блядь. Простите. Ой, жесть. Мне нравится, прикольная атмосфера тут. Угу. Так, Алексей что-то ругается на каком-то эльфийском. Я не особо привередливый, говорит Мицабиненсу. Угу. А что с Бордой? Можно продолжать проходить, времени вообще не будет на нее у тебя. Кромечка, блин, ты не видел, наверное, да? Сейчас я тебе покажу. Так, где она? Где тут наш календарь контента-то? Календарь контента. Мы, короче, пока мы сидели, пока вы сидели, ждали, я накатала таблицу. А это не та таблица. Сейчас, подожди. Это не та таблица. Вот расписание стримов. Так, вот. Со следующей недели мы начинаем играть в Borderlands как минимум 1 раз в день. Вот, значит, первое у нас будет как раз вот 2 ноября. Вот, у нас, кстати, следующая неделя будет вся неделя Outer Worlds. Ну, там, типа, я намешаю.
где-то будет Маскарад, вампиры, их же нужно закончить, и где-то будет Outer World. Может быть, я сделаю так, что стрим будет поделен, короче, на 2 игры. Первая часть будет, допустим, Вампиры Маскарад, а потом будем Outer World проходить. Ну, типа, так и так. Вот. Я думаю, так даже самое оптимальное будет. Итак, мы, значит, со следующей недели начинаем. Вот у нас 2 ноября начинается Borderlands. Значит, здесь воскресенье. 3-го мы также идем. Это понедельник. И потом каждый понедельник как будто бы мы идем. Вот здесь, правда, неделя под вопросом. Я там вроде отпуск собиралась брать. Короче, мы идем 2-3 играть. И потом, вот видишь, каждый понедельник мы идем играть в борду. Поэтому псих, Кромик, настраивайтесь. Вот, у нас будет много борды. Вот, нам нужно будет ее обязательно закончить. Сейчас уже остался, конечно, еще ноябрь с их релизами этих всяких инди-проектов. Но там очень часто игры на стрим чисто. Вот, ненадолго. Как тебе Маскарад? Мне понравилось. Мне очень понравилось. Прям мне нравится история. У них там очень колоритные персонажи. Боевку я подобрала под себя. Поначалу мне казалось, она не очень, но потом мне она понравилась, и я, короче, свыклась, и мне нормально стало. Вот. Поэтому мне игра понравилась. Но я не привередливая тоже, да. Мне практически все игры нравятся всегда. Просто бывает что-то, допустим, не моего жанра. В отпуск идешь. Ну, понятно. Лагич, прости, я пошутила. Прости меня, родной, дорогой, прости. Я больше не буду. Или буду. Лагич. Не хочешь, чтобы я шутила с тобой, да? Ты серьезный мужчина. Мне вот история тоже плюс-минус понравилась, но все остальное полнейшая халтура. Но ты играл в первую часть, Кроу? Вот. Может быть, поэтому из-за того, что ты сравниваешь, у тебя и плохое отношение. Вот. Потому что мне не с чем сравнивать, я не играла в первую часть, и мне понравилось. Как сейчас сапки кидают? В плане, как это сделать? Или как с этим дела обстоят? Или что? Не поняла вопроса. Это прокол уровня снятия всех плюсов? А ты хорош в шантаже. Мне нравится. Мне нравится. Прикольно стрим смотреть в 2-3 окна. Чё-то на хихи пробило. Зачем ты смотришь в 2-3 окна стрим? Да, как сделать? Значит, смотри, нажимаешь подписаться. Там... ой, господи, как? Подожди, давай я посмотрю через подарить подписку, наверное. Сейчас канал. Так, подарить подписку. Одну. Так, изменить способ оплаты. Другие способы. Давай, расчехляй. Там есть сохраненная карта, а ты выбираешь другую карту, просто карта, и там есть оплатить через QR-код. Вот, ты его нажимаешь, тебя перекидывает на страницу банка с QR-кодом, ты его сканируешь, и у тебя есть цапка. Вот так вот. Там, короче, постоянно жми, типа, изменить способ оплаты, другой способ оплаты, там вот это вот все. И там где-то ты выйдешь на этот... Ой... Как его? На QR-код, короче, выйдешь, да. Ты, кстати, как, Джонни, просто забежал или будешь периодически забегать? Просто я снимала випки, и у тебя ее сняла, потому что ты не забегаешь, вот. Но, типа, у меня, если ж возвращаются люди, я випки возвращаю. Первая часть по технической части была тоже полнейшая халтура, но второй Маскарад и без сравнения плох. Вся игра сделана на уровне дешевого инди-проекта, но преподносится как AAA-проект. Нет, я бы назвала это AA-проект на самом-то деле. Это вот неплохой AA-проект, но да, она как будто бы дороговато стоит по своим меркам. Как будто бы. На данный момент разлом – второстепенная угроза. Агента Абару значительно больше беспокоит последние действия агента Де Врис.
Что она опять натворила? Ранее в этом месяце агент Де Врис вылетела с орбиты старый разведывательный спутник правления Земли. Вывела. Спутник собирал данные еще до вашего задания. После падения он подал сигнал всем агентам в колонии. Таким образом обнаружили и вас, и агента Де Врис. Агент Абара счел, что спасти вас важнее, чем поймать агента Де Врис. Чтобы добраться до вас, ему пришлось перебрать астрогатор инкогнито. Перебрать астрогатор, разве это возможно? Это неразумно. Однако, у агента Абары было время освоить новые навыки. Хотя в области изготовления мыла, гидропоники и кулинарии он таких талантов не проявляет. С другой стороны, после падения спутника качество личной гигиены агента Абары значительно выросло. Он снова стал бриться и регулярно меняет одежду. Последнее. В связи с гибелью всех прочих членов отряда, агент Абара повышен до полноправного агента. Он на капитанском мостике, не забудьте его поздравить. Окей. Я даже не знаю. Видишь, что долго не заходил, потому что постоянно занят чем-то. Оставь лучше для регулярников. Если будет получаться, то буду посещать. Хорошо. Для меня уже важнее просто зайти и, так сказать, вспомнить, как мы весело сидели. Это да. Как курсы озвучки. А я уже все, их почти закончила. Мы сейчас уже занимаемся демкой. Она уже почти готова. Осталось буквально 1-2 занятия и все. И, возможно, я буду иногда приступать к какой-то работе и что-то озвучивать. Но не знаю. Я пока что, если честно, не уверена в себе, не уверена, что у меня что-то получится. И тем более я не рассчитываю с этого, что какие-то деньги получать. Вот, поэтому как-то так. Так, просто открыл расписание на Твиче, думал, там ты внесла список и получилось эхо, вот и улыбнулся. Нет, на Твиче я еще не вписывала. Смотри, в описании стрима, там, где все мои ссылки есть, вот где соцсети, самое последнее — календарь контента. Попробуй на него нажать, откроется он у тебя или нет. Вот, потому что там, может быть, будет как с топлинком у тебя, да. Вот, ты его открываешь, и там есть... нет, это не расписание. Это именно календарь контента. Расписание есть, можно, короче, ссылку найти в Телеграме, где мое расписание на неделю. Я там начала добавлять, там типа расписание на месяц вперед тут. Вот там вот переходишь по ссылке, и там увидишь, там на 2 месяца вперед я делала расписание. Вот, и там можно все это... Не открывается, да? Поняла. Я тогда сделаю потом на Твиче. Любые непонятные слова — это эльфийские? Да. Анимации сделаны на уровне примерно 2005 года. Графика тоже слабовата. Геймплей крайне ограничен функционалом. По сути, игру с большего вывозит только сюжет. Ну, кстати, я бы не сказала, что графика слабовата. Мне понравилось, как выглядят герои и как анимированы они. Ну, то есть у них липсинг вообще очень хороший на самом-то деле. Но может быть просто потому, что я играла прям на супер-мега-максималках, у меня там как всякие DLSS выкручены и прочее. Может быть, поэтому было красиво мне. Не знаю, с тем учетом, что я графодрочер, если бы было бы некрасиво, я бы сказала. Понятное дело, что там текстуры не полностью вылизаны, они достаточно простоваты, но герои там очень хорошо сделаны. Спасибо, чат, спасибо. Котиков скинул в чат Диса, как будет время, посмотришь. Хорошо. Мне потом в личку напишешь свой адрес, куда посылку тебе отправить. Гринчик, а я ж тебе вроде давала, нет? Или ты потерял? Как котик? Ой, с котиком приколы вообще были. У нас что-то в начале года я заказывала грумеров, и там у него что-то на лапе нашли, и его пришлось оперировать. У меня истерика случилась, я тут рыдала, уже кота похоронила. Вот, и всякое такое. Поэтому, но вроде
Вроде с ним все нормально случилось. Вот понятное дело, что он уже не молодой, и у него, чем будет он старше, еще становиться и больше болячек будет проходить. Но как-то хочется, чтобы он себя нормально чувствовал. Вот. А так-то он вполне бодр, тыгодынькает, жрет как не в себя, еще больше просит, вечно голодающий, капец. Я уже кучу телефонов сменил. Ага. Так. Давай тогда... Куда? В телегу? Телега у тебя есть, Грин? Я тебе туда напишу. Там графика не самая плохая, но слабоватая. Персонажи выглядят неплохо, но мир какой-то слабый по графике. Да, мир слабый по графике, это правда. Это правда. Он максимально простой, скорее всего, это сделано, чтобы было легче перемещаться, потому что там есть и типа и нижний город, и верхний город, и там везде можно паркурить, и как бы если там было бы много всего, оно, скорее всего, бы лагало. Вот. А твои мейнконы маленькие или большие, Джонни? Что оперировать? Ну, у него на лапе какая-то херня была, ее вырезали. Вот, думали онкология. Я знаю французский, английский, испанский, эльфийский, не знаю. Ни хрена себе! Нахрена тебе столько языков? Есть, ок. Хорошо, Грин, давай я сейчас, наверное, напишу, а то я забуду. Я тебе сейчас свою телегу, короче, скину, напишешь, окей. Так, а как личное сообщение? Во. Это моя телега, напиши туда, я скину почтовое отделение, куда отправлять посылку. Так, она и так лагает? Не, у меня не лагает. У меня нормально было. Я этих забрал в Питере, отдавали 2 этих красавцев. Один любитель любит есть милуху с пола. Шелуху, наверное. И 3 операции уже было. Офигеть. У меня породистые 2-3 года им. Малявки. Утопал. Давай, котец, доброй ночи. Не громадины, но могут вырасти. Конечно, они еще маленькие. Так, правление Земли видит в вас изъян. Да пошли нахрен это правление Земли. Потребительница. Так меня еще не называли. Вы — подтверждение опытности наших маркетологов. Выгодные предложения и распродажи забили вашу голову до отказа, и вам куда интереснее урвать новую популярную вещь, чем заниматься финансовым планированием. Внимание! После выбора изъяны нельзя удалить. Эффекты: цены у торговцев минус 15%, стоимость при продаже торговцам минус 10%. Давай, нормально, мне нравится. Так. Доступные очки навыков. Ой, ну наконец-то. Повышение уровня приносит вам очки для улучшения навыков. Каждое очко увеличивает навык на 1, где максимальный показатель равен вашему уровню. Если же навык ваша специализация, то этот показатель может превышать ваш уровень на 2 очка. Навыки открывают для вас новые фразы в диалогах, часто дают пассивный бонус и позволяют приобретать новые способности. Великолепно! Так, а чё, сколько у меня? У меня 2 очка, да? И чё мы... Давай взлом, может, бахнем? Может, скрытость? Раз я так часто ее юзаю. Ладно, давайте так. 2, 2, 2. Все, отлично, применить. Я так понимаю, ты потратила 2 с чем-то времени на создание персонажа? Нет, почему? Мы практически пролог прошли. Так, давай похиляемся. И чего меня не похиляло? Ладно. Так, верстак. Это попозже. Лутинг, мой любимый лутинг. Так, гибернационный шлем. Не знаю, зачем он мне, но он мне нужен явно. Так, вскрытие замков. 11! Вы чё? Капец. Я в шоке.
Жесть, у нас корабль немножечко течет. Это типа сердце корабля, я так понимаю. Угу. Не забывай, большой плюс этой игры лут. Да. Лут. Нужно больше лута. Так, переписка с инкогнитом. Напоминание. Время ожидания ответа отправления Земли составляет от 3 до 18 рабочих месяцев. Найс. Архивированное сообщение. Так, провал задания. Продолжайте работу под прикрытием и наблюдение за Аркадией до получения дальнейших распоряжений. Подтверждаем получение полного отчета. Мы также получили ваш дополнительный запрос на эвакуацию. К сожалению, в настоящий момент эвакуация невозможна. Просьба направить повторный запрос не ранее, чем через 6-12 месяцев. Запрос на эвакуацию отклонен. Понятно. Руководство агента. Ничего интересного. В архивах сказано, что сейфы, такие как эти два, использовались для неудачной контрабандной операции. Чтобы их открыть, нужны особые ключи. Агент Абара установил модуль для хранения сейфов, которые найдутся в колонии, после того, как был обнаружен первый сейф. К сожалению, модуль заклинило, поэтому сейчас он неисправен. Агент Абара снизил приоритет его ремонта, чтобы сосредоточиться на вашем спасении, командир. Так. Дай мне этот сейф, я уверена, что смогу его вскрыть. Попытка взлома контейнера может повлечь за собой повреждение содержимого. Предположение. Извлечение содержимого первого сейфа может разгрузить модуль и вернуть его к работе. У данного аппарата есть улучшенный и дешифрованный ключ, с помощью которого можно открыть первый сейф, командир. Полезное примечание. В первом сейфе сканирование обнаружило дематериализатор тети Космос. Он может пригодиться, чтобы скрытно утилизировать тела, командир. Это хорошо, это хорошо. Прекрасно, теперь могу... Так, ты считаешь, что этот гаджет мне пригодится? Ты слишком хорошо меня знаешь. Агент правления Земли должен быть готов к любому развитию событий, включая, среди прочего, непреднамеренные убийства. Во втором сейфе могут содержаться детали для обновления Вэллери. Обновление рекомендуется для более эффективной работы. Где искать ключи? Агент Абара предполагает, что их можно купить у торговцев, но большая часть должна быть разбросана по колонии. Пожалуйста, не пропускайте такие сейфы. Их можно хранить здесь для вашего удобства. Вот это сейф, да? Кислотный деметализатор. Ага. Так, при активации выбрасывает на крайне малую дистанцию сгусток очень взрывоопасной слизи, которая наносит коррозийный урон. Растворяет трупы, чтобы никто их не нашел и не поднял тревогу. Это мне нравится, хорошая. Берем. Кислотный дематериализатор тети. Бесшумное устройство, наносящее коррозийный урон врагам в ближнем бою. Убитые этим гаджетом враги распадаются на атомы, так что их товарищи не смогут обнаружить тела. Можно стрелять быстро, а можно удерживать гаджет и ждать идеального момента. С помощью этого гаджета также можно уничтожать трупы. Класс. Мне нравится. Поздравляем с приобретением дематериализатора. Раздаточный модуль работает в обычном режиме. Ваша способность утаивать убийства увеличилась на 85,9%. Десятых же? Десятых? Ага, больше нет. Нужно 4 ключа. Окей. Набор материалов для модификации и улучшения бластера и брони Вэллери. Выберите нужные модификации на верстаке. Окей. Короче, да, это что-то по типу как в борде, да, эти ключи. Что-то типа того. Прикольно. Да, тут что-то явно взорвалось на кухоньке.
Ну, корабль, конечно, стал засранней с того момента, когда мы тут были, да? И я так понимаю, мы потом будем набирать команду себе, да? И в каждой комнате будет кто-то. Да? Туалет? Душ. Понимаю. Так, ну это сверху, окей. Фигурка лунатика. Награда сезонного пропуска. Перешедший в результате враждебного поглощения от просто космоса к тете Клео, любимый талисман лунатик лишился всякой защиты интеллектуальной собственности и стал идеальной мишенью для безудержной маркетинговой кампании тети Клео по выпуску коллекционных безделушек. Покупайте статуэтки с качающейся головой тети Клео, плохого не посоветуют. Плохого. Так, ну это мы все читали. О, сейф. Блин, вскрытие замком в 4 надо. Ну ё-моё, а. Ну ё-моё. Так, список дел. Починить протекающую трубу в комнате Эрика, поручить Вэл провести самодиагностику, приготовить ужин, шпрысиную колбасу. Пункт яростно вычеркнут. Запереть все спиртное в сейфе, спрятать ключ от сейфа у Вэл. Окей. Все? Получается. Надо, короче, взлом качать, как не в себя, походу. Взлом и речь. Столько лет прошло, я до сих пор не понимаю поступок Августины, принеси в жертву всю команду. Ради чего? Зачем была нужна наша кровь? Ой, товарищ командир. Подумал, что это Вэл. Рад, что вы пришли в себя и не превратились в суп. Так, придется мне еще какое-то время побыть в сознании. Прекрасно. Согласно, второе как-то не прельщает. Я слышала, что ты говорил с горизонта. Действительно прошло 10 лет? 9 с хвостиком. И время было сложное, хотя кого это волнует. Когда я понял, что часть спасательных капсул выдержала, то понадеялся, что... Нет, я вас искал, товарищ командир. Просто не сразу смог начать поиски. Не надо себя ругать, ты сделал все, что мог. Не заслуживаю я таких слов, но... Спасибо, конечно. Ладно. Вэл обрисовала ситуацию? Подтверждаю. Командиру предоставлена сводка по следующим темам. Вторжение в Аркадию, разлом, факт выживания агента Деврис. Деврис. Лучше бы она тогда умерла. Я был уверен, что так и вышло, пока она не посадила спутник правления Земли. Мне пришло уведомление. Данные со спутника можно использовать, чтобы дестабилизировать разлом и уничтожить Аркадию. Она была в нашем отряде, мы обязаны ее остановить. Поддерживаю. Она ответит за то, что сделала. С вашими познаниями мы ее быстро выследим. Сейчас Деврис залегла на дно, но изначально ее прикрытием была работа на ретрансляторной станции «Глаз» на Райском острове. По инструкции она должна была устроить там тайник. Думаю, он-то и подскажет, что она задумывает и где ее искать. Так, и это поможет нам ее наказать. Вижу, ты уже успел кое-что выяснить. Отличный агент. А Райский остров звучит очень даже многообещающе. Все лучше, чем слушать твой трёп. Не, отличный агент. Спасибо, командир. Приятно. Особенно от тебя. Предупреждаю, просто так заявиться на глаз нельзя. Станция режимный объект и серьезно охраняется. Это будет самоубийство. Предлагаю для начала осмотреть остров. Что-нибудь разнюхать. Спутник засек маячок Девриса в городке под названием Фэрфилд. Локация определилась далеко не так точно, как твоя, так что будем работать. Вряд ли Деврис еще там, но просто напасть на пункт связи протектората — это очень плохая идея. Окей. Можно надеяться на прохождение 1-2 игр. А каких? Эдем. Эдем — это типа земля?
Крупнейшая и самая густонаселенная из колоний лун Элизия. От природы наделен пригодной для дыхания атмосферой и тропическим климатом, поэтому здесь потребовалось минимальное предварительное терраформирование. Мягкие пассаты, которые стабильно дуют в одном направлении, сформировали на Эдеме поразительные шпилеподобные скалы. Значительная часть идиллического ландшафта этой луны теперь испещрена следами сражений, хотя на ней сохранились и нетронутые райские уголки. Красиво, красиво. Вот эти заставки у них очень красивые. Так, Найлс, с тобой надо поговорить, чешу? Нам стоит прихватить с собой Вэл, в бою она бесстрашна, хотя на первый взгляд и не скажешь. Блин, нам бы корабль починить, братан. У нас тут все плохо. Тут есть земля вообще? Непонятно. Уэллери. Я уж надеялся, хотя бы тут дадут поуправлять корабликом. Ха-ха-ха. Да не. Поуправлять корабликом, наверное, можно только в No Man's Sky. Так, ладно, еще 15 минут и идем спать. Так, напарники. С собой на задание вы можете брать до 2 напарников. У каждого напарника есть уникальное заряжаемое умение, которое может отвлекать внимание врагов, наносить урон и даже лечить вас. Как и вы, ваши напарники повышают свой уровень, и каждые 5 уровней получают очко способности, которое можно потратить в учетном журнале. Окей. В Старфилде тоже можно полетать на кораблике, но там маловато как-то. Спать пора. Тебе выбирать, а не каждый день переживать, кого завтра не увидишь. Чего? Алексей, ты мне скажи, про какие игры ты говорил? Так, поговорить с Найлзом. Ну, давай. Мне кажется, или у меня лодыжка скрипит. Ты тоже это слышишь? Опять поворотный механизм барахлит. Ладно. Тебе что-то нужно, командир? Так, полевой ремонт. Хочу воспользоваться твоими инженерными навыками. Хочу узнать побольше о слиянии тети Клео и просто космоса. У меня есть к тебе пара личных вопросов. Возвращайся на инкогнито, присмотри за кораблем. Что-то у нас с тобой не складывается. Думаю, нам пора разойтись. Поговорим потом. Ну, давай полевой ремонт. Не вопрос. Всегда рад покопаться в технике. Что интересует? Так, создание, модификации, разбор, улучшение отряда. В разделе улучшения отряда на верстаке вы можете улучшить оружие и броню напарников, повышая их боевую эффективность и давая им новые умения. Броня и оружие напарников имеют 2 уровня улучшений, каждый из которых открывается при получении соответствующего набора за выполнение заданий напарника. Базовый набор напарника открывает 1 уровень улучшения, расширенный набор 2 уровень. На каждом из уровней, как для брони, так и для оружия, вы можете выбрать одно из 2 улучшений или впоследствии переключаться между ними на верстаке. Ясно вам? Писки. Ты до скольки планируешь сидеть? Ну, может, еще полчасика? Ну, посмотреть, что тут хотя бы на этой планете есть. Мне кажется, мы как будто бы мало посмотрели, что в игре. Так, револьвер. Ага, понятно. Вэллери. Катушки, пластины. Так, ладно, я поняла вас. Что-то я эту планету по-другому представляла. Ну ладно. Так, ну это наверх, да? Очки способностей доступны опять. Каждое 2 повышение уровня приносит очки для разблокирования полезных способностей. Большую часть способностей можно получить только при наличии соответствующего навыка, однако некоторые требуют покупки других способностей или получения особого предмета. Более мощные способности становятся доступны только когда вы открываете определенное количество способностей. Это условие можно выполнить, приобретая любые доступные способности. Добавляйте способности в избранное, чтобы упростить процесс создания набора способностей в соответствующем окне. Слишком много слов способности. Так, доступно. Живой щит. Ниндзя. Ручной сброс. Охотник за сокровищами. При обыске контейнера вы иногда можете получить награду, бонусные биты и материал для создания предметов. Давай.
А, все, больше нет? Ничего? Подожди. Тогда. Карманная кража. Вы получаете умение воровать у людей из карманов. Карманную кражу можно совершить, подкравшись к ничему не подозревающему человеку при достаточном навыке вскрытия замков. Так, вы получаете вероятность критического попадания для всех видов оружия. Шанс увеличивается в бою с сильными противниками, такими как командиры и боссы, которые вы еще получили много урона. Ага. Космический рейнджер. Плюс 2,5 урона к урону за речевой навык. Нет, давай, охотник за сокровищами. Я же этот, как его, археолог, ёпта, профессор-археолог, поэтому, понятное дело, мне нужно копошиться везде. Это что сейчас было? Интересно. То вампиры, то стратегии, теперь вот это. Я подозреваю, что не можешь сама рулить. Vox stations serve Sure. as key communication hubs for the Protectorate. Unauthorized visitors are likely to be shot or hanged on sight. That's why we're headed to Fairfield first. Less chance of us getting shot while picking up the Blues Trail. Я, если что, не стример одной игры. На моем стриме множество игр разные. Они сделаны для того, чтобы моим зрителям было всегда на что посмотреть интересненькое. Поэтому вообще не понимаю, о чем ты. Так, еще что-то есть? Вроде нет. Почему ты Хронос не прошла? Потому что у меня времени нет. Да и это хоррор вообще-то. Хорроры я хожу играть в основном только за заказом. Вот. Август, сентябрь и октябрь было слишком много релизов. Типа я ни одну игру из этих месяцев, которые были, я не прошла. Просто потому, что ты начинаешь проходить, выходит новая игра. И это я еще не брала все релизы. Я брала только те, которые мне нравятся. Дополнительная кобура. Что? Ой. Так, умение напарника. На С и на В. Окей. Там что светится? А, это голограмма какая-то, что ли? Блин, было бы, конечно, удобно, если бы был какой-то сканер, который показывает, где лут. Так, ну я вроде тут все полутал, нет? Ну, кстати, напоминает чем туда борду. Хочу сейчас сюда сходить, посмотреть. Хотя, если честно, я не понимаю, а мне вообще куда? Ой, я что нажала? Это меня это попохилило, типа. Так, карта. Мне нужно... А, ну мне нужно идти вот туда, куда это фиолетовый свет, да, излучает.
Это карта... Ну, идемте тогда, ладно, туда. Хотя, я так понимаю, здесь можно всю карту объездить, оббегать, полутать. Вот. Еще скажи, что нужен пылесос, чтобы сразу по кнопке весь лут в инвентарь летел. Не, ну тогда же будет не так интересно лутаться. Тут мне надо кнопочку нажимать несколько раз, чтобы лутануться. Это приятненько. Гости. Наверное, вы с корабля. Секунду, подруга. А как убрать оружие? Добро пожаловать в Фэрфилд, перешедший под новое и улучшенное управление тети Космос. Обычно я спрашиваю о связи с предыдущим режимом, но у вас нет озадаченного взгляда покорного подданного протектората. Но я должна попросить вас представиться. У нас все-таки война. Я Шпрысолов. У меня приказ от твоего начальства. Правда? Все знают, что мы наоборот выращиваем шпрыс для новой серии фритюрных закусок. Я не поведусь на такую жалкую попытку обмана. Блин. Слушайте, мы из тети Космос, мы не против лжи. Удачная ложь — это даже повод для уважения. Просто постарайтесь в следующий раз. Так или иначе, мы впускаем практически всех. Для нас главная прибыль. Проходите, если у вас самих нет ко мне вопросов. С вашими автоматонами что-то не так. По дороге сюда на меня напали дроны. По дороге с посадочной площадки? Туда отправили конвой, и он не вернулся вовремя. Вы их не видели? Я нашла следы боя. Картина была так себе, выживших не заметила. Проклятие, у меня в том отряде служил друг. Он всегда носил с собой, талисман на счастье. Вы его не находили? Увы, нет, не в моих привычках обчищать трупы. Но никогда не поздно начать. Как говорит тетя, награбленное — это твое. Эти протектораторские дроны совсем ошалели. Говорят, Фолкнер сбила несколько. Если вы найдете способ остановить их, то получите награду. Так, как именно получить награду? Разоткнуть терминал рядом с тюрьмой напротив бара. Надо немного пройти прямо по улице. Дойдете до ратуши, значит, прошли мимо. Я ищу предательницу по имени Де Врис. Есть идеи, где мне ее найти? Я никогда о ней не слышала, так что без понятия. А вот министр Милвер-стрит, мне кажется, знает всех. Спросите, что? Спросите его, что-то еще? Не. Пока не забыла. У меня приказ отправлять всех новоприбывших к министру Милвер-стриту. Он в ратуше. Это здание с огромной голограммой, его сразу видно. One of my copious direct reports. Rest assured, I'm making adequate progress in my manual labors. Time for another performance review already. Apologies, I'm still applying the required elbow grease to. Тут вроде чисто, ты хорошо работаешь. Большое спасибо за признание. Может, вы распространите весть о моих умениях? Я отчаянно пытаюсь избежать очередного понижения. Общество, основанное на компетентности, для меня в новинку. Все эти подковерные игры на работе, индивидуализм, излишнее цветастое питание. Почему тебя постоянно понижают? Сейчас человек человеку псида, а я не могу. А я так не могу. Судя по всему, добиться здесь успеха можно только посредством подлости и безжалостной эффективности. Меня такому не учили, потому что я 50 лет проработал оператором дрона в Фэрфилде. Жаль, что меня не оставили на той работе, и мне неплохо получалось. Что тут требуется?
Oh, you're right. I wanted change. Welcome to the name-pending saloon, purveyor of spirits and stimuli. What'll it be, stranger? Why, sure. What, between the Protectorate, any particular topic you have in mind? Так, ты можешь рассказать мне о тех, кто заправляет этим городом? Что за тетя Космос? Мне всегда казалось, что тетя Клео и просто Космос не зависели друг от друга. Что народ про станцию Глаз говорит? Что на севере происходит? Что лучше обходить за километр тому, кто туда собирается? Не, давай Глаз? Если в общем, то обходить за версту. Там сидит генерал по имени Мантелли. Судя по слухам, он для своих представляет не меньшую опасность, чем для врага. Тот еще фрукт, даже по меркам протектората. Поговаривают, что он любит устраивать показные расправы и расстреливать без суда и следствия. Так. Так, еще что-нибудь стоит опасаться? У нас тут рядом разбил лагерь небольшой отряд. Его называют передовой оперативной базой. My pleasure. Got anything for me in return? Чем поделишься взамен? Давай второе. Естественно, я это знаю, мы все это знаем. Я просто пытаюсь подзаработать немножко битов, пока могу, понимаешь? Да и говорят, что это произойдет только через десятки лет. Сейчас-то какой смысл переживать? Украсть? Ну ладно, не будем воровать. А как посмотреть мои задания? Я что-то понять не могу. Так, вот есть главное задание. Есть задание напарника, что-то упоминалось, и, ну, завершенное нам не надо, проваленная дилемма курсанта. Мы не помогли Корбину, ёб твою мать! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, Вэл, можешь помочь нашему другу? Аппарат не имеет права выполнять свои функции в корпоративных медицинских учреждениях без согласия корпорации. Однако я могу предложить не имеющиеся юридической силы утешения. Утешение, например. Начинаю утешение. Не волнуйтесь, с вами все будет в порядке. Это уже что-то. Посмотри на меня, радуюсь заботе дрона, хотя дрон же меня и подстрелил. Мир забавное место, да? Что произошло? Я стоял на карауле, храбро осматривал периметр, как вдруг на меня напал дрон протектората, 3-й раз за 3 дня. Я открыл ответный огонь, как в сериале. Но умеренно, конечно. Не хочу, чтобы тетя вычла стоимость дополнительных боеприпасов из моей зарплаты опять. Все шло хорошо, но эта хреновина меня подстрелила, пока я перезаряжался. Очень невежливо, как по мне. Привет, добряк, здорово, Круэлл. Корбин Далласу всю планету не спасти. 5 элементов попадут к врагу, и вселенная будет уничтожена. Что? Ты наркоман? Дроны не славятся своими манерами. Было бы здорово, если бы славились и носили шапочку, как у дворецких, а еще пиликали и все такое. Это было бы не экономично, но очень мило. Ой, ладно. Солдат Фолкнер проходила мимо и уничтожила дрон, прежде чем тот смог меня добить.
Я понятия не имею, откуда эти дроны, но Фолкнер сейчас зашивается. Было бы здорово, если бы кто-то нам помог. Но Каур руки связаны, слишком мало ресурсов. Спасибо за фоллоу. Ты что, не смотрела фильм «Пятый элемент»? Смотрела, хрен знает когда. Ты хоть моргни. Моргаю. Не, я уже все, я уже начинаю уставать. Сейчас, давайте 23:30 и стрим закончим, окей? Так, что ты говорил про передовую оперативную базу? Это одно из самых выгодных мест, куда солдат может получить назначение. Надбавка за вредность выше крыши. ПОП — это наш постоянный оборонительный пункт. А единственное, что не дает протекторату переваливать легионы через мост и направить на Фэрфилд. Тамошний начальник, командир Торрес, живая легенда. По слухам, его бойцы бьются даже с ранами, которые других бы убили. Я бы все отдал, чтобы попасть в его отряд. Так, учитывая, что ты справляешься с дронами, рекомендую избегать живых врагов. Оставайся в Фэрфилде. Похоже, так можно быстро выслужиться. Почему бы тебе не пойти добровольцем? А вот на этой идее надо поразмыслить. Не зря говорят, что самый быстрый путь наверх — путь по головам. Но обсуждать тут нечего, пока я не вылечу руку. Бедный доктор Барнс работает до упаду, но он один, а нас много. Не могло быть и хуже. Спасибо, что командование не бросило нас на ретранслятор. Даже не представляю, сколько раненых бы сюда повалило, учитывая оборону станции. Так, протекторат нападает, дронов взбесились. Хоть что-то хорошее у вас есть? Ну, Коул открыла салон. После пары стопок спектралочки в мире всегда становится светлее. Могу я смотреть твою руку? Не знаю, а ты доктор? Нет, мне просто любопытно. Если тебя успокоит, давай притворимся, что доктор. Прости, что сдерживаю твое любопытство, но ты не в музее. Прости, больше ничем не могу помочь. I must ask you to hold still. Я не из трусливых, говорите как есть, доктор. Пуля раздробила твою большую берцовую кость и почти уничтожила икрононожную мышцу. Риск сепсиса велик, так что придется ампутировать. Но есть и плюсы. Я недавно поступил на курс продвинутых методик ампутации, так что он окупится быстрее, чем ожидалось. Охуеть. Что ты продаешь из медикаментов? Жаль, что ты лишился ноги, но лучше так, чем лишиться жизни. Ампутация — это как-то перебор. Готовь веревку, я принесу пилу. Блин, ампутация — перебор. Да, доктор, разве это обязательно? Мне так-то нужна нога, ну, чтобы ходить и все такое. У меня нет времени на споры, меня ждут другие пациенты. Не хочешь жить — уходи. В противном случае нам нужно приготовить тебя к операции. Экраноножная! Доктор, скажите, насколько опустеют мои карманы? Может, дадите мне скидку, раз будете отрезать только часть ноги? У меня тут не богадельня. Если хочешь полноценного лечения, придется платить полную стоимость. Если тебе дорого, обратись за компенсацией к моему командиру, к своему. Так. Хороший совет. Просто попроси битов у начальства. Все же любят попрошаек. Пока ты в моем кабинете, прошу не отговаривать пациентов от поиска средств на спасение жизни. Спасибо. Доктор, это очень серьезное решение. Можно я чутка подумаю? Я не поощряю задержки, но хорошо. Все равно на разогрев пилы уйдет несколько минут. Ладно, неважно. Какой-то он странный доктор. Я бы к такому не пошла. Если вы пали в бою, ваш напарник может израсходовать аптечку, чтобы немедленно вернуть вас в бой, но не работает, если все напарники тоже впали в бою. А что будет, если я украду?
Клянусь, мне почти удалось. Звезды прямо сошлись. Легкая цель, гарантированная прибыль, благоприятные условия, рецепт успеха. Похоже, что тебя жизнь потрепала. У тебя бывало, что идеальная возможность ускользала прямо у тебя из-под носа? Я обычно решаю, кто будет жить, а кто умрет, но такие серьезные вещи, как большие финансы, я даже не замахиваюсь. В Тёте Космос большие финансы сами решают, кому жить и кому умирать, подруга. У меня было все, чтобы быстро подняться до низшей прослойки менеджеров среднего звена. Ты явно разбираешься в выгодных сделках и вряд ли откажешься мне помочь. Ты кто вообще? Не сейчас. Кори, я сегодня тете пообещала всем отказывать. Узнать награду за свою голову. Ага. Так, доступные заявки. Разыскивается рой дронов. Окей. Перевод битов. Пока что у меня ничего нету, да? Тем не менее, ты считаешь нужным держать меня в постоянном смятении. Каждое твое несогласованное действие оставляет нашу хватку ослабляет. Но прошу, поймите, жители протектората находятся на волоске от измены. Я уверен, что в течение недели... Уверен? Так же, как и на прошлой, и на позапрошлой. Да у тебя дар предвидения. Такими способностями тебе промая дорога куда-то в жопу. Упрямую чернь и так будет достаточно тяжело угомонить и без постоянных опрометчивых... Довольно. Ты тявкаешь, как две мои старые псиды. А я их любила. А вот ты испытываешь мое терпение. Нельзя испытывать терпение тети Клео, правда? Нет, тетя Клео. Я так и думала. Итак, если вы двое хотите узнать, какова жизнь низов на собственной шкуре, то оба прекратите свои идиотские маневрирования. Я ясно пояснила? Да, тетя. Хорошо, тогда за дело. Больше разочарований я не потерплю. Кстати говоря, командир, вам стоит подумать об усилении безопасности. Я не привыкла общаться со своими подчиненными при посторонних. Кого сюда в бездной занесло? Подслушивание сотрудников тети Космос. Вы напрашиваетесь на пулю как шпионка, хотя смелости вам не занимать, конечно. Подожди, Каур. Когда нас посещает возможность, лучше не делать в ней новых отверстий, наша гостья могла бы помочь. На удивление, здравый смысл, тем более от тебя. Нам запретили использовать персонал, но если одному из нас поможет незнакомка, это совсем другое дело. Но кому? Похоже, вы человек наблюдательный, так что я ожидаю, что блеф Миллоп-стрита вам быстро наскучит. Найдите меня, пока он ничего не впарил. В отличие от него, я предложу работу, которая стоит вашего времени. Жду вас. Наконец-то мы одни. Я думала, она никогда не уйдет. Итак, разрешите представиться. Я Милвер-стрит, министр маркетинга, герцог демократии, коммерческий кондотьер, президент рекламных листовок. Скажите, вы верите в знаки? Блять, гороскоп, что ли? Так, нет, я же не идиотка. Я верю в то, что у всего есть причина. Вы пытаетесь мне что-то продать. Тут должно быть, вы пытаетесь мне впарить какую-то дичь. Позвольте мне недолго отключиться. Отключиться. У всего есть причина. Да, уже вижу, как эта фраза покажет себя при работе с демографической группой протектората. Я не верю в знаки, я верю в возможности. Прямо сейчас, в этот самый момент, у нас с вами есть возможность спасти множество жизней. Но я не из тех, кто просит сделать что-то за даром. Скажите, чего вы хотите от нашего скромного острова? Так, я тут кое-кого ищу. Мне нужно добраться до станции Глаз, шепнуть Майлзу.
Ну, давай шепнем. Взгляни на него, на его шляпу. Нет, конечно. Может, сейчас неудачный момент, но я умею читать по губам. Мне нужно добраться до станции глаз. Какие амбиции! Это же самый охраняемый объект на райском острове. Совсем не место для прогулок, но за ваше содействие я обещаю провести вас внутрь. Более того, если вы поможете мне, мы также спасем десятки, нет, сотни жизней. Ваша совесть очистится. Совесть? Моя совесть и так чиста. Это не Fallout, Алексей. Так, что ж, после такого вступления я просто обязана вас выслушать. Вы не сказали ничего конкретного. Хорошая реклама. Спасибо, но моя совесть вас не касается. Давай, хорошая реклама. Кто из нас порой не поддается желанию немного попрактиковаться в чем-то? Хорошо, я скажу прямо. Тетя требует от меня и Каур ничего не делать, но каждая минута моего бездействия приводит к десяткам смертей из-за бессмысленной войны. Я ищу убедительный метод деэскалации. Протекторат использует процедуру под названием умственная реабилитация, чтобы умерить пыл блудных подданных. В Министерстве достоверности хранится важная информация об этой процедуре и месте ее проведения. Вот что я ищу. Ранее я уже отправил туда солдата с трансплантатом, бойца Силанг, чтобы добыть информацию, но уже давно о ней не слышал. Полагаю, случилось худшее. Так. Отправиться в министерство, добыть информацию. Что-нибудь еще? Да, вынужден вас предупредить, нашему доброму командиру Каур не нравится, что вы работаете со мной. Хотя, по моим расчетам, этот мост не жалко сжечь. Возможность достичь моих целей и насолить Вавилон. Сегодня великий день, сравним лишь с днем моего выступления в спектакле «Жизнь купца» в театральном отделе. Доберитесь до Министерства достоверности, если солдат Силанг жива. Отправьте ее назад. Пусть обо всем доложит. Она же заключила с нами контракт. Так, ну, я думаю, на этом закончим, да? Остерегайся, тетя Клео. Да, по ней не скажешь, но она куда опаснее, чем... Командир, с вероятностью 98,7%, выслеживание агента Деврис потребует большего количества боеприпасов, чем у вас есть сейчас. Боеприпасы можно приобрести через торговые автоматы или создать их на верстаке с помощью материалов, таких как металлолом и порох. Я тоже могу помогать создавать предметы, когда мы на задании вместе. Большая часть даже не взорвется. Понятно, спасибо. Так, единственное, что, знаете, что мне не нравится? Я, наверное, попробую, пока не будет стрима, я перепройду игру. Я выберу изначально взлом и хочу вот этот квест, короче, сделать. Дилемма курсанта. Я очень хочу сделать этот квест. Вот, но для этого нужно будет перепройти игру полностью. Так что заодно я, возможно, и смогу в это самое... вскрыть эти сейфы. Именно так. Интересная такая игрушка, затягивает, наверное, но меня так подзатянуло, прям залип. Ну, да, да. Но здесь тоже много текста, а здесь, короче, как, так как она больше, чем вампиры, здесь будет очень много, мне кажется, различной информации, которую нужно как-то будет сопоставлять и следить, чтобы мы какие-то квесты не просрали. Вот это мне не совсем нравится, но, с другой стороны, вроде как даже интереснее. Не-не-не, не ночью, не сегодня. Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. В элите еще и даже полетать по всей галактике. В элите? Чего? В какой элите? Не поняла.
Так, ладно, пирожочки мои. Спасибо вам сегодня большущее всем за присутствие. Надеюсь, вам понравилось. Мы сегодня просмотрели две, ну, типа новинки, что ли. Будем дальше проходить и играть. Вот, у нас достаточно много различных этих самых игр впереди. Вот, и все надо будет заканчивать. Ну, потихоньку будем заканчивать. Вот. Так, спасибо большущее сегодня за огромную поддержку Тиму. Спасибо большущее также за донаты Мицабиненцу. Спасибо, кто покупал мемкоины. Вот. Кто не прожал фоллоу, прожимайте, чтобы нас не потерять. Что еще? Ресаба вроде у нас сегодня не было. Подписывайтесь также на Телеграм, там всякие игровые и личные новости, анонсы, фоточки, размышления и мемчики. Вот, в общем, там интересно. Пошла я отдыхать. Вот, меня не будет в субботу-воскресенье, скорее всего. Вот, но посмотрим. Если будет время, я выкачу анонс, что где-то там на пару часов будет стрим. Но изначально рассчитываем то, что 2 дня стримов не будет. Вот, всех люблю, целую, обнимаю, обожаю, доброй ноченьки желаю. Вот, не болейте, берегите себя, своих близких, и увидимся с вами в ближайшее время. Пока.